Свинина. Крупные куски с костью. 1:32 часа. Свекла. Свекла, нарезанная соломкой. 30 минут. Всем привет, дорогие друзья. Ну и мы сегодня опять с вами. Станция Измайловская. Валентина Ивановна, как всегда, сидит на своем месте. Ждет. А что мы здесь собрались, мы скажем чуть позже. Когда все соберемся. Вот, электрический с обеих сторон. А, вон на Валентина Ивановна. Я не ту навел. Так что ждем. Вот она, Валентина Ивановна, красотка. Уже улыбается, сидит. Здрасте, Валентина Ивановна. А что вы одна? А где наш друг? Пока не будем говорить, ждем. Я не знаю. Я в одиночестве. В гусей. Давно сидите? Я даже тебе звоню, и ты не отвечаешь. У меня в сумке телефон. Я не поняла. слышу. Давно сидите? Да уже минут 5-7. Ну, сижу. что-то вы Да. рано приехали. Вон еще одна электричка идет. Может, на ней? Не, я вчера объяснил, куда ехать, чего. Объяснил вчера, куда ехать, как. Да хотя он знает, был ведь у вас, да? Я в 12, что ли? Вы звонили, да? Нет, ему? Да. Нет. Я только тебе звонила, ему не звонила. Пока нет, ждем. О, Юрий Алексеевич пришел. Думаю, что я поеду и... Что опаздываем, Юрий Алексеевич? А? Опаздываем. Я ж тебе говорю, в шахматы заигрался, а потом проскочил. И не то вообще в метро другую линию ушел. Ну, пока возврат очень зарвинул. Ялки зеленые. Я ей говорю, так и сказала, что ты перепутал метро. Да, я поехал. А, реально, вот это, я вот Валентине Ивановне Я ей сказал. сказала, Последняя электричка, если здесь нет, уходим. В ней приехал. Ну, Извиняйте, я прыгнул в эту уже, получается, другую сторону, а потом возврат долго получился. Нет, я поняла. список составил. Список составил. Да. А что мы будем делать, скажи, Юрий Алексеевич? Покупать борщу. Нет, блюдо какое будем делать? Борщ. Да, вот. Ну, единственное, тут вопрос только, делать будем со солью или без фасоли. Бывает, добавляет фасоль в одно время, а он дольше варится, его замачивает это. Ну, без фасоли сделаем. Нет, дело в том, что я тоже посмотрела несколько рецептов. Я не готовлю украинский борщ, но я посмотрела несколько Мы будем его рецептов. называть ростовский. Да, и поговорила с людьми, которые варят. У каждого своя фишка. У каждого своя фишка. Да. Ну, не Но будем. есть одна фишка, которую я сейчас не скажу тебе. Без нее борща украинского не бывает. Интересно, знаешь ты ее или не знаешь? Мы будем его называть ростовский борщ. Без свеклы не бывает борща. Что? Без свеклы обязательно. Нет, ну при чем здесь свекла? Нет, Свекла само томатная собой. паста или помидоры будем себе Это забрать. все, это Юрий правильно, все Юрий, правильно что говоришь. мешков столько Пошли. у вас? Что Что у у вас тебя там в есть? мешках? Ну, вот это все. Там чуть-чуть того, другого, третьего. Ладно, Я пошли. Все, раньше- на выход. Все. На выход. Слава богу, приехал. Тем более, дождевая погода, это, понимаешь, такое серьезно. Вот так. Не нравится, такое. А мы уже думаем, все, вот так мы друзей теряем, Юрий Алексеевич. Да. Нет, ну я говорю, я Проходите, тебе честно Валентина. сказала, что он перепутал метро. Я потом выскочил, а потом понял, что я не туда еду. Ну вот, сегодня мы будем готовить борщ с мясом. Валентина Ивановна без мяса готовила, а мы с мясом. И поможет нам в этом Юрий Алексеевич. Будем готовить по его рецепту. Вот Ну, кто, как, с курицей или с мясом? Как вы думаете? как вы готовите? Ну, и да, ты как добавляешь? И можно Не. курицей варить, или... Юрий Алексеевич, Со курица не птица, Болгария не за граница. Да. С мясом будем готовить. Нет, борщ с курицей исключен. Да. Только с мясом. С каким мясом будем? Нахмурись. Свининку можно взять. Давайте свинину. Свининку с косточкой возьмем тогда. Вот, отлично. Я вас отведу к своему мяснику, который нам выберет мясо. Который нам, помнишь, выбрал? Выбирать будет Юрий Алексеевич. Зачем Нет, нам? он, понимаешь? Так, сейчас я вам одену микрофоны. Юрий Алексеевич, просьба погромче говорите. Хорошо.
Юрий Алексеевич, что в ваш борщ входит? Капуста, конечно же, как всегда. Картошка, томатная паста или помидоры можно свежие. Ну, они сейчас дорогие, поэтому лучше, наверное, томатная Нет, паста. ну это речь не идет. Дорогие, Так. дешевые. Как правильно? Ну, когда лета много, на юге делают на помидорах. Мы все равно сейчас на рынок а, пойдем. Ну, возьмем там сколько? 3, 5, 10 помидор. Сколько Ты ж надо? чего? Одной штуки хорошей, большой хватит. Валентина Ивановна, вы не подсказываете. Я- Юрий Алексеевич, зачем? Нет, ты сказал 10. Парочку хороших помидоров, можно Ну вот. 3 взять. 3 возьмем, Чтобы было на салат пойдет. Красный был. Да. Цвет, Свекла да. нужна. потому что Свекла обязательно нужна. Вот мы идем Картошка, капуста. опять на Измайловский рынок. Вот и там будем все это дело покупать. Валентина Ивановна, вы когда пойдете в поликлинику до рынка или После. После зайдете, да? Да, мне время нужно. Открыл он или не открыл? Ну, там недолго, да? Нет, а тут ничего, подошел до терминала и сразу ушел. Юрий То есть, Алексеевич уже оделся, то есть как вообще не... тепло. Ну, ты знаешь, утром-то я рано выехал. Поэтому было еще свежо. Выехал рано и опоздал Ну. на полчаса. Нет, я же говорю, получилось, что я думаю, ну что, еще времени вот. Ну что, думаю, буду сидеть у первого. Я лучше поиграю в шахматы в метро это. А потом вижу, что я уже проскочил и тогда... А с какого ты метро ехал, Юр? С какого сажался? Где садился? С какое метро? Ну, где я садился? А? В Сокольниках садился. Сокольников? Так проще пареной репы ехать. Не, ну я же говорю, было вроде времени было очень много. Поэтому Так, я... ну что, идем. Так, вот, заходим мы на рынок. С чего начнем покупки, Юрий Алексеевич? Ну, раз это, давайте с мяса начнем. Сколько нам надо? Килограмм, 1,5-2? Ну, зачем? Зачем? Мясо, как говорят, мясо кашу не испортит. Нет, это маслом кашу не испортит. А мы девчонки-модницы, и нам на годы наплевать. Мы не стареем сердцем, мы танцуем от души. Пусть мы не так уж молоды, зато у нас есть опыт. И дети, внуки выросли, и пироги их ждут на кухне. А мы с подружкой прицепились, надели юбочки и каблучки, и в парк Сокольники танцевать. Идем при параде на танцы. Смотри, какие молодые бабки, смотри, какие молодые бабки. На нас все оглядываются и от зависти шик. А мы на лавочку не сядем, нам тесно дома без затей. Сегодня платье в мелкий цветик, и смех летит наперед. Мы не считаем свои годы, мы просто кружим до темна. И если молодость движение, то нам она всегда нужна. А мы с подружкой прицепились, надели юбочки и каблучки, и в парк Сокольники танцевать. Идем при параде на танцы. Смотри, какие молодые бабки, смотри, какие молодые бабки. На нас все оглядываются и от зависти шипят. Так, ну вот мы подошли. Что нам надо, Юрий Алексеевич? Берем. Перец один чеснок берем. Ну вот, Помидоры, ох, какие красивые. красивые. Можем взять пяток, чтобы потом на салат 5 штук, сделать. правильно. Чтобы салат сделать. Берите пакетик, Валентина Ивановна, и выбирайте. Так. Сейчас пакетик возьмем. Чеснок, помидоры. Сейчас. Помидоры мы берем. Давай пакетик. Ага, давай. Так, берем. Выбирайте какие. 5 Берем. штук, да?
Помидор? Ну, раз на салат, то может 5 хорошие помидоры. Поэтому Не знаю, как. Они мясистые, надо спрашивать. Девушка, а помидоры мясистые? Она занята. Помидоры хорошие, сейчас лето. Помидоры из Дагестана. Крайняя коробка из Ростова. Все полевые помидоры. 4 я взяла, хватит. Так, зачем? Ага. нет, другой только. Так, девушка, помидоры взяли. Держите. Давайте пакетик следующий. Так, Чеснок. Подожди. один вон. Один? Сейчас выберем, подожди минуточку. Ну это же, если бы да, фаршировка, так это да, ладно. Держи. Это есть. Чеснок, перец, свекла. Капусту будем в другом месте брать, потому что нам нужна старая. Нам нужна старая, это молодая. А сейчас, Даня, есть ли? Свеклы здесь нету, тоже в другом месте берем. Свеклы здесь нет, вот свекла. Взяли на 280 рублей. Я не понимаю, что ты хочешь. Свекла. Вот свекла Я же есть. говорю, вот свекла. Ну-ка, подожди, ну она какая-то, гаси свет. Слушай, по такой цене. Вялая. Ну что вы, давай около дома возьмем, около дома капуста. Ну, 80 рублей стоит. Дорого, да? Конечно. Нет, дело в том, что Вы она чё, еще и она вялая. Капусту тоже возле дома? А там только старая, здесь только молодая. Нам какая нужна? Молодая? Старая. Ну, лучше старая, Лучше старая. чем ну, молодая. Так, а лук есть? Да. Все. Берем? Нет, у меня и лук, и картошка дома. Это не берем. У меня дома. И морковка. Тогда сейчас свеклу ищем. Можно еще. Да, поехали все. Не, Валентин Иванович говорит, свеклу возьмем. Юрий Алексеевич, Валентин Иванович говорит, это свеклу возле дома, и не здесь. И свеклу около дома, капусту около дома. Тогда, значит, Тогда пойдем. Да. тогда давайте. Теперь нет. А, нет, у тебя две. А я сюда поставлю. Не дам. Валентин Иванович, давай. Нет, мы же арбуз решили покупать. Мы же все около дома возьмем арбуз. Все, давайте. Все. Выходим? Выходим. Так. Видите, уже Ух почти. ты, ну нет, ну вот и 300, и 600, и 550, и все. Всякое разное. Вот самый, какой я беру, она 750, понимаешь? Вот это больше всего любите. Да, это больше всего. А малина упаковка в какую цену? 1000 рублей большая. Сколько? 1000 рублей. Большие. Иди. Пойдем. Пошли, все. Сейчас. Так, выходим. Детский сад самая налявка. Честно, как детский сад вопрос. Больше ничего не могу сказать. Так. Звук пробился. Где вы, Юрий Алексеевич, потерялись? Куда ты опять потерялся-то уже? Я тебя ищу. Вот сюда идем. Так, ну мы сейчас в больничку пойдем, ой, в поликлинику, да? Да. Ну мы на улице постоим, подождем. Подойдите со мной. Что мы там будем делать? Брать талончик. Зачем нам-то? Вы возьмете. И вас лечить буду заодно. Нам с сумками Как? сейчас туда идти только. Да нет, я шучу. Вы Как постойте. это? Поликлиника. Да, моя поликлиника. Ваша, да? Моя, идем. Нет. Я же в другом районе. Я же Хоть в будете Жулебино. знать, куда хожу. Вот рядом, на Измайловской. Метро, вон она. Что, вас можно поздравить? Да, все, с завтрашнего дня. Что с завтрашнего дня? 7 сеансов. Лечебной ЛФК у вас, физкультуры, да, ЛФК. С ногой. Да. С ногой, да, все. В 11 часов. Кстати, что МРТ показала? Дам прочитаешь, в ужас придешь. Пошли. Не будем говорить на камеру? Разрыв мениска. Ого. Ох, ты, это что, серьезно для возраста, это серьезно. А? Серьезно, Для да, возраста это серьезно. И что показала? Разрыв мениска. Нет, я имею в виду назначение имеется в виду. Ну, А назначение сейчас лечебная физкультура и физиотерапия. Пока консервативным путем. да. А вы как ходите? Нормально? Хожу временно- нормально. И временно надо уменьшить количество танцев. А? Получается. И временно надо уменьшить Нет, количество танцев. танцы оставлены. Чуть нет, оставлено чуть время, Так, уменьшить их вы количество. куда идете, я не А поняла я не вас. знаю, куда вы? Вот и я не знаю, идете. Нам же выходить домой. Да. Поехали.
На автобусе поедешь? Есть, было бы счастье, посмотри, 664 через сколько придет, тогда прям бы сразу доехали. А так с перекладными. Смотрю. Так что это? Так, давай. 7 процедур ЛФК у вас, да? Да, 7 ЛФК. Юрий Алексеевич, а у вас такого никогда не было, не дай бог? Разрыва не было. Ну, вы что-то знаете об этом? Ну, знаю, Ну, да. что можете посоветовать, Валентине Ивановне? А что, тут сложный совет, потому что когда разрыв, это многие хирургически делаются даже. Он не может Вот, ничего поэтому. посоветовать, потому что он этого не имел. Мне может посоветовать только тот, врач-травматолог, который занимается со спортсменами, Вот у этих которых, врачей у которых, спортивных. да, Да. которые рвут без конца, особенно футболисты, которые рвут, и как они лечат. Ну, и я и вот сейчас это такого, легко и я ответить. сейчас такого врача ищу. Дорогие Легко друзья, у кого, ответы. если есть что посоветовать, Да. пишите. Надо, Да, надо да. будет Ирине Валентине позвонить. Ивановне надо помочь. Да? Надо будет Ирине позвонить. Ну, она вот идет хорошо. А у она- вас что-то есть знакомые, да? Да, она по молодости рвала мениск. Рвала, Мне вернее, не связку, нужно, кто связку. рвал, мне нужно, нужен кто врач-специалист. зашивает, да, Да, Валентина кто, Ивановна? да, вот именно, кто лечит. Кто лечит. Потому что склиф не определил, районно не определил, только МРТ определила. И понятия не имела, что с ногой. Так, Вот Да, это и, удивительно. Кстати, удивительно, вы что делали их этот... что УЗИ есть, рентген есть. Рентген, не показал Не вам по- ни ничего рентген, не ни показал. УЗИ. Не УЗИ, только МРТ. Только МРТ Только показал. МРТ. А МРТ считается дорогостоящей процедурой, не всем дают, лечат по протоколу. А я сказала, мне нужна нога. И вы пошли к главврачу. Нет, я пошла к заведующему. А, И он главврач, решил, заведующий, это не относится? не разные вещи, главврач больницы, ага, одно, получше. заведующий хирургическим отделением, другое. Он сразу мне открыл терминал, и, и в этот же день мне сделали. Вот так. Так что можно иногда даже настаивать на своих Настаивать словах. на своем, потому что, да, они действительно виноваты, они по протоколу, а он действительно не показал ничего. И Склиф не показал, но мне же на скорой удивительно. увезли в Склиф. Вроде Склиф, а там обычно уж там все, что есть, все. Нет, в этот день они же работали они не только... назначали. Они работали только по сосудам. Так, ну что, подъехали. Трамвай, трамвай. И вот трамвай. Сейчас идем по Валентине Ивановне. Юрий Алексеевич, быстрее, быстрее. Валентина Ивановна, вот смотрите, в какую дверь она пойдет, мы в нее не пойдем. Нет, 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 нет. Нет. Мы в последней будем дверь. Пойдем, последняя дверь. Давайте. Вот он. О, прибежал. Трамвай. Здесь сколько остановок нам, Валентина Ивановна? 4. Заходи сюда. Сюда, 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 сюда. сюда. О, и прям садитесь вон туда. Все, все. Все, Валентина Ивановна, вот сюда. так, садимся. Вот здесь я уже плачу. Едем, Валентина Ивановна, на площадь. Юрий Алексеевич, тебе бесплатно, а? Не, Алексей не за деньги ездит. А что, у тебя нет этого самого? Нет. Подмосковье как, за деньги? Или Нет, что? нету там. Там нету. Там нету. И в других городах нету. Я вот когда приезжала в Я командировки, у Юрия Алексеевича, он как? У меня тоже. В Подмосковье тоже платишь? да. Мы решили арбуз купить еще. Арбуз это само Не, собой. арбуз- Нет, мы сейчас покупаем капусту раз, Лавровичи свеклу есть? 2, арбуз 3 и одну фишку, которую ты не называешь. Сало. Зачем? Сало надо, Юрий Алексеевич? Я как-то О. Я сразу понял, Валентина Ивановна, фишку я узнала. Я к нему Рубленое отношусь мелкое нордически, сало вы знаешь. надо И даже Хотя как... зажарку делают на и- зале. Нет, не на сале. Бабушка делала зажарку. И как мне рассказали, именно все понятно, и как надо сделать, до какого состояния, я смотрю. А без этого не будет. Не, ну мы будем делать ростовский борщ по рецепту Ну Юрия хорошо, Алексеевича. я пас. Все, вы будете там на подхвате резать. А я только, резать- я чернорабочий. Вот резать буду я. А я Особенно чистить, колбасу. ладно, я тебя чистить. Не, я почищу. А Валентина Ивановна что будет делать? Ну, Руководить. Руководить будет, самое главное. Будет руководить. сидеть на стульчике и бухтеть, да? Зачем? Руководить Нет, буду. Валентина Ивановна, в этом, это не тот человек, понимаешь? Смотреть Кто Валентина Ивановна, а то вам накидают. Привыкла всю жизнь руководить вот эти. А я нет, я просто ему почищу морковку, почищу свекловку, Он сам пусть почищу чистит, он картошку. сам будет А сам, Картошку я чистить а мы буду. посмотрим, как он чистит еще. А Думаете, картофельческая есть?
А? Картофель с чисткой Есть, все Ну есть. все, самое главное, чтобы было. Потому что я люблю. не умеешь? Ножом умею, но хуже. Ножом очень... Ты знаешь, вот у есть молодой картофель картошки чистый, сейчас прям ножом очень хуже. снимать Я много. ножом очень быстро чищу картошку. Ты чистишь? Ножом я никогда не чищу. Вот этой вот. А я картофель чистый наоборот. Шкрябую. Я всегда Нет, чищу а он ножом. и потом Армия научила, тоненько все берет. правильно. Армия научила тебя. Я согласна В с армию тобой. пошел, не вообще Да, не умею. там ведро дадут тебе и 5 минут. Пару раз по башке дали, сразу на Вот я тебе почему и сказала. А мы не умеем так чистить картошку гражданские. Да, армия тебя научила правильно. Так, А ну, молодую не когда- почистишь, она молодую, Не, понимаешь, молодую очень уже тяжело. вообще теркой можно. Это я Молодую в Польше не надо, наверное. Ее, У вас молодая? Ее теркой. А, да. А другой сейчас нет картошки, сейчас только молодая. Ну, она есть молодая Что-то совсем. мы как мясо не посмотрели, нормальное там? Нормально, Только нормально. костями всё это Не, сделано. косточка мозговая. Нормально. Для борща нормально. Ну, Да. там костемоз есть, да? Да. Да. Это мы И- отдадим тому, кому Он жирный. своего не хватает. Мы добавим. Кому отдадим, Антину? Не скажу. Вот Вы не уже- прозевали остановку? Нет, и что, Первомайская подъезжаем. Со мной этого никуда не А может проедете. не проехать Она- какой-нибудь, нам надо десертик какой-нибудь взять. Что? Десертик какой-нибудь тортик. Мы покупаем арбуз. Ну и что, арбуз это вода. Ну, Возьмем. А арбуз никак с тортиком. Возьмем. Арбуз с тортиком как-то не вяжется. Что? Арбуз, говорю, с тортиком не Какой-нибудь вяжется. типа в Праге небольшой. Ну, это тогда к чаю или кофе, как говорится, а не к арбузу. Ты меня не понял. Хоть я и по-русски говорю. Нет, он... Я сначала, я говорю, мы берем, потому что мы с Игорем всегда покупаем торты. А сегодня я хочу перевести на несколько другую плоскость. Ну, Мы- арбуз так арбуз. Да, арбуз покупаем. И к нему тоже еще кое-чего купим. Вот. можно огурцы малосольные. Хороший К арбузу, да? Да. А Что, с серьезно? черным хлебом, арбуз с черным хлебом, с малосольными огурцами. Шикарно идет, солеными огурцами. Арбуз. Да. А, ну, Так, наши в молодости-то следующие. в Ростове много арбузов было, да? Ой. Когда-то они вообще были 5 копеек килограмм. Там в видео уже очень много ваших земляков. Вышло ведь видео с вами. Рассказ о ваших. Да? Да. Ну, нет, ну, земляки за мной наблюдают, они так мне в одноклассниках Ну, пишут. привет вам передаю. Они в одноклассниках говорят, да. Так, сейчас здесь? подъезжаем. Сейчас выходим. Можно подумать, это вот мы все на борщ взяли, вот эти сумки огромные. Для бар- Ты знаешь, для я, борща это, говорю, я говорю, не мешок. люблю вот рюкзак. И люди В говорят, России это, а я, фруктов на целую роту набрали. для меня это. А для меня рюкзак это. Ну, видишь, еще помогает все-таки, ну, у нас стабильно. Чуть-чуть я возьму, не надо. Уйди. Валентина Ивановна, успокойся. Все, Я свою сумку заберу, чтобы ты не Ничего. тащил. У тебя и так полно все хватает. нормально. Все, а то уедет без этого. Нет, нет. Нет, нет, А, Игорь, нет. Ну ты же видишь. Красный. Валентина, Ты же видишь. все нормально. Хвалят трамвайчики, бывают какие в Москве красивые. Не, трамваи. красивые. Знаешь, сейчас вот эти пути новые положили, а на резиновой основе там у них. Они не такой шум от них. Вибрацию убрали. Вибрацию убрали, погасили. Шум погасили, поэтому... Приехали. Да, теперь можно вылезать. Сам открою. И дождик пошел. И здесь вот сделали в уровень, хорошо, да, Валентина? Да, да. Валентина Ивановна не приемлет, когда ей руку подают. Я сама, да? Что привыкать, когда это не постоянно, интересно. Уж лучше и не, хорошего, привыкать к хорошему, и не да? привыкать к хорошему. Так, Сюда. ну, в какую сторону, да? Да нет никого, сюда, быстро, Пойдем. быстро, быстро, быстро. Валентина Ивановна опять нарушает. Ну и что делать, если никого нет? Ну смотри, ну нет никого. Так, Чего ж не теперь? летишь, не на ту сторону. Прямо, нет, прямо, прямо. Сегодня идем этой стороной, прямо. Там Ну, что еще? теперь наш маршрут сейчас в пятерку, да? Пятерку, да, да. Да. Там, Капуста раз, свекла два, арбуз три и еще кое-что. еще кое-что, 4. Да. Берем все это. Так вот, короче, они... Юрий Алексеевич, вы танцами занимались ведь, да, правильно? Да, занимался. А в хоре не пели?
Нет, Коля не пел. Сейчас просто мы идем, Валентина Ивановна напомнила, говорит, а я иду, шагаю по Москве. Ну это же не хоровая Найти песня. еще смогу. Да. Это Я сольная и песня. спрашиваю Юрия Алексеевича. Нет, я подпевать подпеваю, а петь не пою. Короче, вы У меня второй подпевала голос. Я Подпевала. Не подпевала, налети, да. Игорь. Не запевала, а подпевала. за любой Потому что кипиш, второй. кроме голодовки. Да. Это точно. Не, ну как, кроме голодовки. Ну лучше уж немножко съесть, но вкусно, чем лишь наесться. Так, ну идем в пятерку. Идем, идем, идем. Ну, тачку. Так, ставь, Юр, ставь свою бодягу. Куда идем? Да, да, ставь все. И эту ставь. Теперь вези. Теперь вези. Так, не торопитесь. Притормози. Притормози. Так, что нам надо? Так. Зелень какая-то нужна? Естественно, естественно. Я ее уже выбираю. А вон внизу еще Валентина Ивановна. Чего? Это такая нам не нужна. Нам нужен укроп, петрушка. А, Все. А где сам местный? Это сколько А песен? вот, наверное. Это на... 49. Во. Там петрушка с укропом. Да. Вот. Вот лук петрушка. А, тут даже видите, нет. Вот подожди, здесь написано что? Зелень. Вот это 54 копейки, осталось 62. Там, смотрите, там уже укропа били. Вот. Вот это что? Без очков. Всё. Ну, зелень написано. Укроп, лук, петрушка. Лук нам не нужен. Петрушка и Все. Укроп и петрушку. Все, клади. Клади. Отходи, все. Больше нам здесь не надо. Здесь не надо ничего. Да, поехали дальше. Так. Юра. следуйте за нами. Валентина Ивановна здесь все знает. Какой из них? И здесь я... Полосатый. Вон, видишь, смотри. Арбуз желтый вообще. Ростовский парень должен знать. Как Да, парень ростовский, давай. Так, сейчас глянем арбуз. Ну, мы не те берем-то. А Зачем? Ну куда ж такой-то? Нет, зачем? Ну что, пусть будет, съедим. А хотя ведь вы тащить-то будете. Я из... А вон цена его не знаю сколько. Эти дешевые, а вот почем эти, я не знаю. Сейчас я узнаю. Вот это самый дешевый вообще-то арбуз. Смотри, не ошибись. Пойду узнаю, сколько стоит. Да там потом на кассе узнаем. Все арбузы. Я смотрю арбузиху. Что, плохие? Нет, вот, арбузиху. Обычные арбузы по какой цене, которые в этом поддоне? Отечественный арбуз в какой цене идут у нас? 29 гривен. Ну, берем. Ну, постучи по ним. Пустая, как голова, да? Не пустая. Смотри, вот сюда. Это вообще копейки стоит. 29 рублей килограмм. Ну, пакетик у вас сразу. 29 рублей? Ну да, все килограмм, да. Арбузиху нашли. Чего нету? Арбузиха. А, вы девушку взяли? Вот по попке определяет, она у нее пошире. Так, поехали дальше. Так, поехали дальше. Так, арбуз взяли. Так, все. Дальше. Так, капуста. Ой. Придется все равно туда идти. Нет. Туда придется идти. Ну, мы такой не будем брать. Нет, большой. Это все нет. Сейчас глянем. Возьмем. Нет. Куда выбрасывать? Сейчас посмотрим, нормально. Может бывает как. Вверху стоит, а там Нету, все. нету. Возьмем рядом. Все, пошли дальше. Так, свекла. Тут еще разные. Так, Вот она, свекла-то. Так, хорошая, не мягкая. нормально. О чем? 49 рублей. 49, да. Еще, да. Побольше, наверное. Еще одну и хватит, все. Юрий Алексеевич знает какую. Все, хорош. Куда столько больших? Ладно. Так, положили. Так. Лук Так. есть, да? Лук. Лук есть у вас, да? Лук есть, морковь есть, картошка есть. Все, это не надо. Так, пошли туда дальше. Сюда. Так, что еще у нас такое? Хлеб нужен? Думаю.
к борщу. Хлеб страшно. Я хлеб не ем, а ты бери. Хотели? Да. Вот вы смотрите. Нет, ну вы что будете? А что вам нравится? А я потом скажу, что мне нравится. Давайте, что вам нравится. Не будем. А Юра, Он за вон, хлебом пошел. чего? За хлебом пошел. Ну хлеб-то у меня и черный, и белый. Интересно. Ну ладно, черный пусть разрешит. Что вы хотите? Сейчас. Хлеб. Пока что вы? Упал сейчас смотрит. Взял хлеб, да? Да. Какой же? Дарницкий. Черный хлеб. Ты какие десерты любишь? Какие выбираешь? Что тебе нравится? Я тебя спрашиваю, Юр. Ну, я не знаю, вы ну, чародейку можно где-то. эклерчики Или какие-нибудь. зачем ему эклер? Эклеры нет. Эклеры зачем? Почему? Медовик А взять эклеры нельзя. можно? Вот, смотрите, Медовик шоколадные взять, вы да, и любите? всё, да. Шоколадные. Нет, вот эти лучше. Вот эти лучше? Эти уже, да. С крем-брюле. Лучше Берем. все. Все достаточно вас. Все. Схватит с вас все. А с вас? И с меня тоже. Так. Так, пошли дальше. Так, все. Самое... Нет, не все. А, что-то вы нам интриговали, еще что-то хотели. Не все. На рынке не взяли, приходится теперь здесь брать. А что мы не взяли? Сало. А что ж не взяли? А потому что мне голову закрутили. Алексеевич, у вас рецепт сала надо? Не, ну, с салом делала бабушка, но Ну, ты я без как-то, сала я его, поэтому я делаю Ивановна. очень... Ну, давайте с салом, давайте. Коль это- Мы опережаем. сало Не, ну, делаете. сделаем. А хочешь без сала? Сделаем, да, пережарим. Нет, ну, Пережарим, аккуратненько сделаем. Нет, у меня для него кое-что. Подожди, что ты торопишься? ну, давайте. Интересно. Вот сало, Валентина Ивановна. Да, Ладошкая сейчас. хорошая. Сало шпик. Вот, выбирайте. Маленькое Небольшой надо, кусочек самое надо. маленькое надо. Они тут наволокли черти сколько. Не, ну, Так, Это не сало, это мясо. а какое сало? Не, ну оно сало пишет, но там одно мясо. Нам надо, Юрий Алексеевич, Нам выбирайте. жир нужен. ну он... Пусть Юрий Алексеевич выберет, Валентина Ивановна. Я просто ищу сама, показываю ему. Вот. Вот, вот это туда. И маленький кусочек, и жиру много. Вот всё, оно. Все, раз. все, Этого достаточно. все. Все, на кассу? Так, Так. все. Так, Так, ты какой хлеб ты взял? черный. Дарницкий. Дарницкий. Какой? Дарницкий. А ты срок посмотрел его? Да он должен быть сегодняшний. Ты потрогай. Да вот дату я вам сейчас скажу. Вот. Ну, Ну, 28-е. идем. Надо же, а? Валентина Ивановна дома есть, все. Видишь, она вот 28-е. Ну, вчера вечером завезли. Она... Валентина Ивановна знает, что делает. Бородинских? Вот он, 29-й, твой же Дарницкий. И мягкий-примягкий. А ты чего взял? Все. Какой взяли? Дарницкий, тот же самый, тот же какой он самый. набрал. Какой он набрал Дарницкий. Только 29 число сегодняшний. Вот она. Посмотри на красивую картинку, пожалуйста. Всё. Вот что значит. Женщина отличается от мужчины, да? Схватил. И куда бы мы его девали? Голубей кормили бы. Так, Что, на кассу? На Или кассу. Юрий Алексеевич, что-то еще? ну, уже есть, сказала Валентина. А? Что? А, томатную пасту будем брать? Маня? А, да. А может помидоры взяли? Или все равно пасту надо, да? Ну, подкрасить бы маленькую надо. Ну пойдемте, вон, Валентина Ивановна записала. Когда в холодильнике есть чудо специально для тебя. И помидорка это. Какие берем? Самый- Юрий Алексеевич? Какой лучше? Помидорку. Ну, наверное, нашего будет лучше. Помидорку. Одной хватит? Хватит. Хватит. Там давай, тем более, помидоры надо Помидоры подкрасить. есть. Вот, она чуть подкрасит. Ну все тогда. Все?
Нажимаете. 200 товар. 200 товар. Ну, давайте. Фрукты. До Арбуз. посинения. Арбуз это фрукты? Фрукты. Арбузы отечественные. Все, он есть. Ага, Ставьте сколько? обратно. Сколько? По 29 рублей должен быть. Какая разница? Ставьте туда. 29. Ну и все. 296 рублей получилось. 6 Убирай. килограмм. Что-то это. Ну не может этого Не может быть по быть такого. 29. Не Нет, может я быть. хочу добиться Не истины. может. Давай, давай. Ничего, 5 килограмм 900 грамм. Не, ну 6 Ну, килограмм это... 150 рублей. Ну это все вот. 177 рублей. А? Так, берите. Овощи. Ищи, свекло. Свекла. Все, убирай. Нет, главное, мне интересно. 290 арбуз засадил и говорит, выбирайте. Сейчас будет. Кошмар один. Кошмар. Вы все делаете. А ты бы за 140 рублей бы, ага, ухнул бы мне, интересно. Твои же деньги берегу, и меня же ругает. Самое интересное. Прям кошмар какой-то. Да, вот, один. Так, так. перейти к оплате. Пакет не нужен нам или нужен? Нет, не нужен. Пакет не нужен. Подходите, пожалуйста. Давай сюда. Это вот. Выезжай, выезжай, выезжай. Поехали. Давай, все. Уже все там, теперь уже все клади, все. Арбуз отдельно, арбуз отдельно. Наталья еще список пенсионеров. Чук. Что? Вот, получилось общий чек 955 рублей, а заплатили 770,91. 200 рублей. В том числе 66 рублей скидка пенсионеров. Так, но дело-то в том, я спасла тебе 140 рублей, а ты меня отругала. За что? А? Давайте быстрее, прям сбрасывает с весов, а? Это какой-то кошмар. Я это всегда... Нет, главное, такой арбузик и ну, явно, это 299. почти 300 Да не в рублей. жизнь. А у нас 296. всего 170. Кошмар. Все, молодцы. Если я был слегка не тактичен, я извиняюсь. Вот, пожалуйста, извинись передо мной, что я спасаю твои деньги. Интересно. Я извиняюсь. Вот, слава Богу. Кошмар Ну, один, просто, надо же. ну, естественно, когда такой не может быть, когда математика простая, нужно уметь считать. А то они потом... Нет, это для меня, знаете, я... Стоите в этими мешками, Нет, трясете. но при чем здесь это? Надо же целесообразность иметь. Маленький арбуз 299 рублей. Зачем такой он нужен? Какой маленький, 6 килограммов. Ну и что? Ну, По 29 рублей всего. Вообще всего 180 рублей. А, ой, не могу. Главное, сбросил. Если бы я его не вернула бы, я вообще бы не взяла его. Оставила бы. Так, так, где Значит, идем куда мы? девушка? капуста нужна. Нету самого главного. Так, Капусты а где нету. вы? Видишь, какие качаны? Давайте, значит, идемте вот Ну, так. может, что у них спросить, они бы, может, вынесли маленький. Нету, нету, давно нету, понимаешь? На урожай. Взяла нас с собой Да, в магазин. Ну, на урожай. несет Вот капусту. принесла капусту. Маленький вилочек ухватила. О, и перчик еще один. А видишь, какой? Посмотрите, там мы взяли дохленький, а здесь прям сочнейший. Не, ну, Это почем капуста, Валентина? 99 рублей килограмм. На сколько потянула?
Все вместе на 145. рублей. Да? А этот перец, ну... Все пойдет, вместе, все. все, да. Ну, Закидывайте. Так, сейчас зелень сверху вот, поднимаем. Как раз остальное не страшно. Остальное так, это я к себе положу сумку, все. Всё. Пошли. все. Давайте сюда. Что ж ничего не надо. Ну ты сейчас изуродуешь, Да ничего с ним. измордуешь. Все, ничего не Все собрали. теперь, все теперь. идем? Все, идем. Остальное сказали есть. Идем. Теперь только за Юрием Алексеевичем, как говорится. Да, за ним. Ну, Валентина Ивановна все равно спуска ему не даст, будет под бдительным оком. Да, Нет, Валентина я Ивановна? просто буду интересоваться, как он готовит, какой его вариант. Два варианта я уже знаю. А если он не по-вашему будет готовить? Ради бога, все с удовольствием будем есть по его. Ой, сейчас придете здесь поросята. А то Нет, просто интересно, раз человек готовил. Вот я, например, умею готовить, как говорится, вегетарианский, да, это ради бога. А вот украинские не умею. вегетарианские вас все хвалят. Хвалят и готовят, и суп гороховый готовят, все готовят. Как говорится, ждем таких же Так. Да. лавр от Юрия Алексеевича. Да, да, надеемся, что он нам именно соорудит, что надо, Там да. должны готовить, борщ должны уметь. Бабушка учила. Бабушка учила. Ну, давно последний раз готовил? Юрий Алексеевич? Борщ? Да. Ну, нет, в этом году готовил. Ну все, тогда навыки не потеряны, Валентина Да, Ивановна. будем надеяться. Всё, теперь выключаемся. Так, ну вот, добрались мы до дома Валентины Ивановны. И Валентина Ивановна выкладывает, что мы накупили. Зелень, капуста, вот перчик, это Валентина Ивановна отдельно, сало. Вот мясо мне интересно, как надо, раскройте его, Валентина Ивановна, посмотрим. Это что? Помидорчики. Помидорка. Ну вот, а здесь помидоры. Ложи в кухне. Помидоры. Чеснок. А с той той стороне совершенно, Валентина Ивановна? А? С той стороне Нету. звонить, потому что я его Нет, у сделаю. нас только везде, Нет, скорее всего, здесь коротнуло, там надо все замкнула, разбирать. Люстру замкнула. Когда включают. И мастера не едут. Когда включали, получилось всё. Когда включаешь, она коротит, выбивает пробки. Выбивает пробки все. Не включай. Не дотрагивайся. Нет, Я тебе не Валентина, который ты делал розетки. Все выложено. Все. Так, мясо откройте, посмотрим, какое оно. А где оно? Вот оно. Мяса мало мы взяли, наверное, нормально? Хватит. На больше хватит. А нет, смотри как. Он разрубил. Смотри. Смотри. Смотри, сколько мяса. Смотри. И главное, мозговая косточка. Все. Да, ну, Всё. своих мозгов не хватает, будем добирать отсюда. Доберем. Ну все, начинаем готовить. Все надежда на Юрия Алексеевича. Нет, первый, нет. руки мои. Валентина Ивановна вчера на концерте была, и посмотрите, там вот местный фотограф за деньги делает фотографии. Вот они с канатом сидят, прям в рамочку все взяли. Смотрите, Валентина Ивановна какая красотка. Нет, Ну, первый и- раз понравилась сама себе, а больше не И в нравилось. жизни то же самое. Так, Юрий Алексеевич, ну что, готов к труду и обороне? Конечно, сейчас. Посмотри на меня. Начинаем. Ух, как. Красивая? Не, очень Зашибись. даже. Очень Так, даже. кастрюля есть. Всё Нож есть. надо резать что-то, Юрий Алексеевич? Нож хороший есть. Держи. Нож Досочку прекрасный. надо. Прекрасный нож. По-моему, сначала это мясо. Так, Мясо мыть, конечно. Мясо моем. Кастрюля вот стоит. И будем начинать. да я думаю, поменьше разрубить или пойдет так? Да нет, конечно, поменьше надо. А как ты его разрубишь? Кость. Кость, ну, по-моему, есть какой-то. Типа, сейчас. Вон доска. Валентина Ивановна, у вас никакого там топорика нету? Что? Топорика мясо рубануть. Поменьше. чтобы- Доймов топориков нет. У меня нож, который разрежет абсолютно все. Это нож, купленный на пятерочке
Хороший. А совсем разрезать не надо. Не совсем разрезать не надо. Валентина Оно- Ивановна, Пардон. Юрий Алексеевич готовит. Когда вы готовили, вам никто не говорил. Все. Я пас. Молчу. Все, характер мягкий. Нордический. Ну, она кость не берет, да, Юр? Не, ну кость, кость все-таки надо типа топорика. Ну ладно, пусть будет это так. отварим, потом это просто. Охладаем, да? А потом просто обрежем. Да. И мозг вынесем оттуда. Так, сколько воды, Юрий Алексеевич? Полную? Ну не полную, зачем полную? Ну вот, наверное, до ручек. 2/3 где-то, да? 2/3 будет, да. Потому что сейчас потом выкипит. Валентина Ивановна, зажигайте. Еще мы зажечь не сможем это. Чего? Газовую плиту, что ли? Ну да. Валентина, поставим. Здесь есть вот пьеза, но она не подключена, да? Все подключено. Я не пользуюсь. К электричеству не подключена? Нет. Так, Подключена. все. Конечно, она, вот это скорее может быть духовка. Не трогай свет. там ничего. Так, набрали всё водички. сделано. Ну, 2/3 где-то. Все. Теперь варим. Сколько варим, Юрий Алексеевич? Ну, сейчас посмотрим, насколько это мясо. Ну, Так, где-то время у получается. нас без 5. 5:03. Без 5:03. Ну, значит, ждем. Что пока она варится, мы делаем. Идет подготовка. Да, сейчас пока сейчас картошку почистим. Валентина Ивановна, доставайте. Картошку, морковку. Да, морковку чистить. Это все. Сейчас тебе и карта в руки, успокойся. На. Так, Ну, 3. две, давайте. Давайте морковки 2, 3 картошки. Вот сейчас нам Юрий Алексеевич А мастер-класс. свекла где? Я не нашла ее. Свекла. Может, мы ее забыли? Нет, не забыли, ничего не забыли. А, она у тебя в сумке, да? Сейчас. Ну, тогда нужно будет, наверное, картошку, потому что она будет срезаться, вырезаться еще одна. Вот еще свекла. Свеклы все 2-3, 2. Две пока. Две. Одну маленькую, одну большую. Маленькую, да, одну большую. Одну большую. Ну, пока идет подготовка, Юрий Алексеевич моет картошку. Вот Юрий Алексеевич начал картошку чистить. Валентина Ивановна все хотела посмотреть, как же он картошку чистит. Вот вырезает даже там немножко подпорченную. Куда сложить, Валентина Ивановна, картошку? Можно вот чистые, пожалуйста. Ставь сюда. Вот, на это пока ставь, не пользуйся. Сюда клади все. Нормально чистится, Юр? Хороший. Нет, я такими дома чищу. Нет. Ну, у меня даже лучше, чем это. Ну, Ну, вот. Основу вы показали, как чистится. Ждем. результат. А здесь мясо, Нет, еще не закипело. мясо еще не варится. закипело. Еще надо пену снимать. Чеснок, Юрий Алексеевич, сколько головок чеснока надо? Вот задействуем Валентину Ивановну тоже в процессе. Да, вообще, да. А то она без дела Зубочков, они скучает. Сколько? Зубочков. Прихватит нам. Один зубок? 3. 3. 3? Приступайте, Валентина Ивановна. Вот вам ножик, досочка. Сейчас все сделаем. 3 штучки. Так, Юрий Алексеевич 4 картошинки уже почистил. Теперь переходит к морковке. О, как хорошо. Чувствуется рука мастера. Я тебе сказал, что если есть, то это как раз то, что надо. Понимаешь? Так, перейдем к Валентине Ивановне. Что-то у нее там не получается. У меня все получается. Он же молодой. Он же молодой. Молодая была, не молодая. Все, я уже все. Уже, дайте я вот уже так сейчас. надрезала. Сейчас вам покажет мастер-класс, Валентина Ивановна. Смотрите, как зачем? надо. Ну зачем Ну, так. молодой так делать, а? Ой, Придавите, она будет все разделяться. отойди, ради бога, а.
Испортил мне всю картину. Все. Всю малину, да? Да. Зубчики Нет. большие там. Да, конечно. Так, одна морковочка есть. 3 зубчика. Так, чистим, Валентина Ивановна, зубчики. Юрий Алексеевич чистит вторую морковку. Сколько всего морковок будет? 3? 2. 2. Немало 2? Нет, хватит. Вот. Прям как по маслу, Юрий Алексеевич. Как будто он всю жизнь этим и занимался тут. Не, ну, я люблю. А? Морковкой запахло. Так, что тут что у Валентины Ивановны здесь? Все готово. Вот, видите, складываем. Складываем сюда все. Так. Так, Так, все. все, 3 зубчик. Так, все. Сейчас начну чистить перец. Так, перец. Что там еще, Юрий Алексеевич? А он, Юрий Алексеевич, перешел к свекле. Ну, что же почти надо? Ну да. Так, свеклы у нас будет 2. Одна большая, другая поменьше. Вот Юрий Алексеевич уже... Вот в 4 руки это гораздо веселее, да? Ну так, говорят, гуртом и батьку будет легче. Да. Так, Валентина Ивановна у нас перец. А вот этим не проще ножом, Валентина Ивановна? Нет? Нет, такие вещи нет. Этим ножом я пользуюсь всегда мясо. Только для мяса хорошо. Так, Юрий Алексеевич, подвиньтесь, Валентине Ивановне надо. Ничего, я его обойду. Я его обойду. Зерна из перца сполоснуть. Там сейчас. Так. 1 перец, у нас еще 1 есть. А резать не надо его? Все надо будет А, резать, это потом, да? Это просто сейчас, когда... Это все подготовительное. Ага. Ну пусть пока лежит, Валентина Ивановна. Давайте вот этот. Этот вот так надо. Правильно ты делаешь. Попробуем. Правильно. Мясистый. А я почему ее и взяла, ты понимаешь, потому что он очень хороший оказался. Этот у нас похуже. Этот хуже, да? Мгм, поэтому, ну, для готовки он очень хороший, а для еды не очень. Ну, это 2 разных сорта. Что ты говоришь? Это 2 разных сорта. Перец. Так, как дела у Юрия Алексеевича здесь? Нормально. Одна свеколка готова. Такой вот красивый натюрморт получается. Так, чеснок нам больше не нужен Сейчас пока. его уберем потом. И вот такие красивые помидоры. Закипело. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, быстро, Горячий, быстро, быстро. горячий. Ой-ой-ой, упустили. Быстро Юр, на закипело. тебя. А, уже нечего снимать, уже нечего снимать, уже нечего снимать. Есть. Уже ускакало все. Не, не скакал, не скакал. Все нормально, да? Да прям в раковину. Во. Потом все равно там. Солить мы пока ничего не солили, да, Юрий Алексеевич? Нет. Ну, пока Юрий Алексеевич пенку славливает, Валентина Ивановна тем временем перец помыла. Все, чтобы друг другу не мешать. Что там? Я все. Так, закрываем или как? Да, закрывай. Я тоже в процессе. Да, Кастрюлю открываю, закрываю. да, вот именно. Хоть что ты делаешь, Да. новое, хорошо. Вот так. Так, это там... Ну, помидоры открывайте, Валентина Я Ивановна. открыла уже. Сколько нам надо, Юрий Алексеевич, помидоров? Пара. 3, может быть, лучше. Смотрите, какие красивые помидорчики. Сейчас разберемся. Сейчас, подождите, Валентина Ивановна. Юрий Алексеевич там И даже закручивает. как скажут, Пахнут они, дайте я понюхаю. Нет. Не, ну почему нет?
Чуть-чуть пахнут. Грядкой. Давай сюда Николай интересно. Юра, Так, Юра, ты иди вот занимайся свежими этими самыми всеми, а я грязь сделаю сама. Сейчас. Я грязь сама сделаю. Ты уже к грязи не имеешь отношения. Да? так, бурлит сильно. Не, А она я- не убегает. А я уже убрала. Ну пусть. Я Может уже быть, убрала. приоткрыть чуть-чуть. Приоткрыть надо чуть-чуть. Надо, О, потому вот так, что- чтобы, потому что да. Да, еще сильнее надо. Так, ну теперь режем картошку. Как произвольно или как-то по-хитрому? Юрий Я Алексеевич? произвольно режу, ну как, чтобы небольшими кусочками. Не люблю Небольшими, большими. да, такими кубиками, да? Не, у меня Не Я. получается кубики. треугольники. Обычно Да. говорят кубиком сантиметр на сантиметр. Так, треугольники. Треугольники у нас. Два помидора, 2 перца, 2 морковки, 3 зубчика чеснока и 2 свеклы. А как, кстати, правильно, свекла или свекла, Юрий Алексеевич? Правильно вообще свекла. Ну, свекла. Все говорят тоже- свекла, да? Да. Потому что так удобнее. А вот жалюзи или жалюзи, как правильно? По-моему, жалюзи. Жалюзи, правильно. Все говорят жалюзи, а правильно жалюзи. Вот. Не буду врать в тонкостях некоторых слов, которые, как говорится, в диктант входят. А вот Сейчас. Дмитрий Иванович, где тарелочка? А, вот, все. Все, я нашел. Сейчас. как пел Высоцкий в одной из песен. Единственное, наверное, слово, где окончание из 3 «е». Не знаешь такое слово, Юрий Алексеевич? Резко сразу не вспомню, не буду врать. Длинношеее животное. Окончание 3 «е». Длинношеее. Вот так, русский язык. Ну, русский язык, да, он, Богатый. поэтому японцы говорят, русских не поймешь. Запор – это болезнь или это на калитке Да. задвижка? Ну, а кран? Может быть водопроводный, а может быть подъемный, Ну да? да. И много таких, да. Очень много таких слов, которые сложно говорить. Да. Так, Валентина Ивановна что-то затихло, что ей не свойственно. Валентина Ивановна, где мы там спрятались? Прям без вас аж скучно. Я вас слушаю внимательно Это мы вас слушаем. и корректирую. Ну, без Что- вас что никуда, бывает это не точно. так, да. Так, что вы Я- там делаете? Я убрала мусор в мойке. Так, а теперь вы что-то там хотели еще Я почистить? чего хотела, сейчас скажу. Дело в том, что не темно, Нормально пока. нормально, пока хорошо. Я сейчас помою укроп, помою петрушку. Давайте, зелень. Помойте зелень, а Юрий Алексеевич тем временем закончил с картошкой. Здесь у нас потихонечку кипит мясо. Юра, я тебя хочу спросить. Ты вот такие, когда борщ делаешь, кладешь, чтобы потом выбросить? Я всегда кладу. Нет, ну если Нет, только такие я палки мелко не надо. режу слишком. Нет. Я тебя спросила, Нет, это ну, хозяин Так, бар. перевернем. Хозяин Так бар. я обычно врываю. Я тебе вообще не дам их. Вообще не дам. Просто, я же сказала, у каждого свои причуды. Не, ну, Но это, во-первых, я даже кладу это самое в картошку. Так, перешли. Вот эти стебли, да? Да, я даже сегодня, когда буду чем вас кормить, я даже, когда варила, туда положила. Так, Юрий Алексеевич нарезал соломкой перец и теперь, как он говорит, треугольниками или квадратиками. ты за картошку, по-моему, спрашивал, как нарезать, а не за перец. А перец как? Ну, перец Произвольно. произвольно. Какой-то Юрий Алексеевич у нас неразговорчивый. Вообще-то, Юра,
Морковь надо свеклу резать, она дольше варится. И морковь, чем это. Просто она лежала рядышком. Я поэтому сложно. понимаю, это на жарежку, да. Это на жарку, да. А это в первую очередь так долго варится. Так, ну продолжаем резать. Так, вот еще одну перчинку. Это вот по мясистей такой. Ну тут тоже Хотя неплохой. тут, я не скажу, что тут не мясистый. Ну, разные сорта только, да? Ну да, он тот тоже мясистый, Это мы будем обжаривать, да? конечно. Обязательно. Все обжариваем, кроме картошки. Все, кроме картошки и капусты. И капусты, да. Так, Валентина Ивановна здесь тем временем славливает пену с бульона. То, что Что-то у нас- он не бухтит вообще, Нет. Валентина Ивановна. Надо, наверное, побольше Ну, ты кого учишь? вас. Я же говорю, мы же упустили этот момент. Вы и всё. без Поэтому- мяса готовите, так что вы не должны знать, Нет, как ну, я мясо просто- варить. Ну там, да, пламя было сначала сильно, А поэтому... я это и делаю. Вот. Вон, Я огонек это, есть. я это и делаю, чтобы он был прозрачный. Уже видно, навар идет Да, на бульон. уже нету теперь все. Закрываем. Я вытащила то, чего нам не нужно. Правильно. Так что все. Это вспомогательная операция. Но без них никуда. Нет, без- Так, что там с капустой, Валентина Ивановна? Вы пока, может, Капуста самая последняя, она будет делаться. Она варится очень быстро. Она По молодая. сравнению со свеклой и со всем этим. Юра сейчас все правильно делает. Это на зажарку делаешь, да? Ну да. Ну, все правильно. Ты какое предпочитаешь масло, подсолнечное или сливочное? оливковая, да, Юрий Нет, Алексеевич? Нет, оливковое, подсолнечное. оливковое терпеть не могу и не пользуюсь. Ты знаешь, оливковая пользуется, но это... Оно не идет и вкус дает не тот. Ну, ты Не, знаешь, это говорят, я как... так- Я не понимаю немножко, когда говорят, вкус салата, это вкус овощей, но не масла. Да. А если вот... Оливковая отбивает, да, или Да. что? Оно специфический Она не привкус отбивает, она имеет. имеет привкус другой. У нее, Вот. у нее привкус А вот специфический. нерафинированное масло, это для салатов. Ну да, но она с запахом это не Аромат, да. рафинированная. Если для жарки рыбы и масла берется рафинированное, то тут не рафинированное. Понятно. Валентина Ивановна, присядьте, чего вы Нет, стоите? я просто смотрю. В ногах, правда, нет. Я просто Ну, смотрю. я режу не мелкое, ну и не крупно, Ну и правильно. чтобы удобно было. Наверное, и салат, когда ты делаешь, у тебя меленький-меленький, как я понимаю. Ну, смотря какой. делать. А оливье. Оливье, ну я оливье редко готовлю, честно говоря. Так, переходим к морковке. Надо иметь лошадиную силу, чтобы ее так разрезать. Или острый нож, нет? Нож очень острый. Нож острый, поэтому без проблем. Нож очень острый. Если не устраивает, могу дать Не-не, точилку. Нет, ничего не надо. Вот так, а Нож он очень будь хороший. здоров какой, да. Это Нет, просто Юрий Алексеевич точить не хочет. мы с... Нет. Нет? Мы с Ниной Васильевной всегда иногда конфликтуем. Она все через терку трет морковку. Я говорю, ну она крупнее должна быть. Терка слишком это. Тёрка, да. Зато быстрее, говорит. Ладно, я другим займусь. Валентине Ивановне скучно. Нет, мне не скучно, я же скоро вас кормить буду. Процесс пошел. Ноги убирай. Кормить вот будем. А это что мы делаем? А это тоже кормежка будет. Это тоже кормежка будет. Я время заметил, что это у нас Деликатесная грудинка. Да, ну, перекус будет. перекус. Легкий перекус. А то Юрий Алексеевич совсем приуныл. Припахали его одного, Не, да? он, нет, ты знаешь, Ну, вы любите готовить, Юрий Алексеевич? я, ну как сказать, на вдохновение. Или просто это все делаете по мере не просто надобности, необходимости? Или когда вот с удовольствием? Нет, ну почему? Чаще всего по мере необходимости. Нужно готовить или нет? Ну, больше всего, я так думаю, вы любите, когда возле мангала стоять, да? Когда шашлычок. Не, у мангала, это сам мангала, это превратил мужчин стоять. Поэтому
как-то так, мангал как-то это чисто мужской Смотрите, считается. как мелко-мелко Юрий Алексеевич Ну, режет морковь. Нормально. Не мелко, Под но... микроскоп не рассмотришь ее. Да ладно. Смотрите, ну. Все тщательно делает, не спеша. С арбузом у нас вышла легкий конфуз, да? Валентина Ивановна. Потому что никогда не торопись. Что значит маленький арбуз 299 рублей по цене 29? Он что, у нас 10 килограмм весил? Нет, он весил всего 6. Поэтому мы сделали его все на 170 Вы рублей. уже быстро все подсчитали там, пока я взвешивал его, да? В голове. Не приведи Господь с вами вот так в магазин надолго ходить. Я бы там с ума сошел. Нет, ты знаешь, Честное слово, Валентина ну, Ивановна. честно тебе скажу, я тоже возмутился. Ну Игорь, как это, цена если тебе большая. денег не жалко, какие проблемы? Да плати хоть за арбуз 500 рублей. Но когда ты смотришь целесообразность, за что я буду платить 300 рублей? За 3 минуты в пятерке вы там всех на уши Нет, ты поставили. знаешь, я говорю, я тебе так скажу. Вот, все, Слушай, пойдет, да? поэтому женщина Тогда не скажу. оперативно набирает А то целые сумки. У меня две женщины, два бухгалтера плакали, пришли из магазина и потом дома плачут, что их обманули. А. 400 рублей посчитали. А куда типа раньше смотрели, да? Когда уже дома поздно об этом плакали, да? Да, а что там? А там, вот брал, не брал, рубль 50. А ты, Юрий Алексеевич, такой же дотошный, как и Валентина Ивановна в этом плане? Да, в этом плане, да, точно. Вот, и, блин, интересная идея у меня. Вас... А не идея, а это разница в возрасте. Вас жизнь не научила. А вы войну вы пожили, каждую копейку посчитали, каждый, как говорится, кусочек хлеба сохранили. Мы уже смотрим, а есть смысл или нет ну, смысла? Валентина Ивановна, Юрий Алексеевич тоже войну не жил. Но он, Юрий Алексеевич он тоже по в войну не возрасту жил. Нет, он по возрасту уже немножко понимает. Он на 90-е годы налетел. Он на 90-е налетел. Вот я не знаю, как ты прожил 90-е годы, а я в 90-е Я в 90-х годы... студентом был. Да, вот, а я почти... А как всю- говорит пословица, от сессии до сессии живут студенты весело. А мне пришлось, понимаешь, когда у меня никто не работал, отец с матерью был, и муж был, и сын был, и я, да, мне пришлось все продавать себя. И когда уже нечего было продавать, пришлось искать еще одну работу. Вот я не договорил, говорю, у меня идея появилась вас вот двоих, вас и Юрия Алексеевича в магазин заслать и вот так тайно вас снимать, как вы там будете всех строить. Здесь перевесили на 100 грамм, здесь не довесили Нет, 20 этого кг. никогда я не делаю, 100 грамм и все. Например, я взяла хорошую дорогую рыбу, принесла домой, открыла. Она протухшая, а срок годности у нее большой. Я спокойно иду, показываю им, говорю, чем вы травите людей. Мало того, что у меня забрали и деньги вернули, ее с продажи сняли. Потому что не любая бабушка, Ну да, это- купив такую рыбу, может ее съесть. Это что, я придиралась, капризничала? Нет, торговлю ношу. Или беру товар, выбиваю. Чай стоит 90 рублей. Мне выбивали 180. Почему? Обманули? Нет. Он по акции. А А. по акции кассу не перевели на акцию. Я-то увидела, что мне выбивают 180 рублей, а кто не увидел, так и ушел со 180 рублей. Да. За опять администратор, будь добр, переведи, пожалуйста, кассовые аппараты на нужное и все. С одно- А мы с тобой ходили, вспомнишь? Грудинку эту, покупали рульку. Да. Она у них по какой цене шла? 950. А я принесла бумажку, которая там висит, 715. 200 с лишним рублей. А так бы я не принесла, ты бы 900 рублей заплатил. Мгм. С одной стороны, вы правы, вот если вы понесли вот с запашком рыбу, а ведь, или что вы там купили, рыбу, да? Рыбу. А ведь многие бы сделали, я бы такой сделал, из-за 100 рублей, там 200 я пойду, не пойду. И многие так делают. А это как раз неправильно, Игорь, правильно? как раз по этой рыбе не 100 и не 200. Рыба стоила деликатесная приблизительно 360 рублей по акции. Ну, всё равно. А была 450. Нет. На это вот и расчет, дома что делал бы, если срок вышел. Тут уже капризов нет никаких. срок вышел, она не имеет права на прилавке Это лежать. другое дело. Это Как уже это всё, другое? да. А тут еще большой срок у нее, а она уже протухшая. А они уже как раз претензию к поставщику.
морковку. Да. Они уже с ним работать Так. не будут. Так. Теперь морковку Юрий Алексеевич нарезал. Переходим к свекле. К свекле. Да. Свекла, фекла. Смотри, как у меня пальцы пахнут. А? Копченым салом. Да. Посылай тетку Феклу собирать на поле свеклу. Знаешь Дальше. такую песню? Ну-ка, куплетик. Свекла того родилась у тетки лень. Ой, не могу, нога болит, ухо правое зудит и ломает, бьет, как идти на огород. Вот с такими прибауточками веселее, Юрий Алексеевич. Я все жду, когда вы помидоры начнете резать. Прям такие помидоры красивые. Я просто хочу узнать, Темно-бордовые. как он их будет резать, пока помидоры. А я просто хочу узнать, какой вкус у них. А как надо резать? Вот, Ну, по-вашему? давай один разрежем и попробуем. Ну давайте, да. Может быть, 2,5 тогда в борщ кинем, да? Мы же, в принципе, на салат брали их. Еще. Один или сколько мы там взяли их еще? Чего? Помидоров. Помидоров? Вот этих 2 немало будет, Юрий Алексеевич? Нормально, там же паста у нас есть. М. А надо с краской. А вот как-то борщ готовят искусные хозяйки, я знаю, делают так, чтобы сама свекла окрасила борщ, но не капусту. Капуста должна оставаться такого же цвета. Это правда ведь? Если свекла окрасила в цвет и капусту, значит это, как это помягче выразиться, не настоящие творители искусства. По борщу я имею в виду. Я Ну даже там можно много поменять разных. уксус, чтобы... Не, ну я вот это помню, запомнил еще почему-то. Вот целое искусство, хотя может и не искусство, это что капуста не окрасилась, а должна быть светлой. Вот, Юрий Алексеевич, видите, какие фишки. Так, ну, режем. Так, Валентина Ивановна порезала помидорчик, мы хотим вот просто попробовать, как помидоры. Ну и по очереди ваше мнение. Валентина Ивановна, начнем с вас. Съедобный. Хороший Вкус есть. И не железный есть. Хороший сладкий помидор. Хороший, Юрий Алексеевич? Хороший сладкий помидор. Именно сладкий. Не просто Мгм. А соли надо чуть-чуть. красно-розовый. Сладкий. Соль это... Я и забыл, что ты без соли не можешь. Не, почему я не могу? Могу, я ее немножко ем. Твоим ротик. М. И приговорили полпомидорчика. Добирай и все, тарелку мою. Все. А это свекла. Есть борщевая свекла, как-то говорят. Помните, Валентина Ивановна, когда мы с вами Да, готовили? да. Эти два вида свеклы, вот видишь? А, она Бордо. разная? Это бордо. Да. А это? Нет, а это другой сорт. Это хорошо или плохо? Хуже, это свекла хуже, получше. Бордо, вот она. М. Вот так. Юрий Алексеевич, озадачьте Валентину Ивановну чем-нибудь, а то она прям стоит, видно, что бездействие для нее хуже всего. Не знает, куда приложить свою У меня энергию. есть еще энергия, я еще не закончила. А, ну давайте, а вы уже... Я же вам помидор резала. Раз. Вы помидор захотели покушать. Сейчас я сделаю. Я помидор сделаю. А, у вас здесь вот. Юрий Алексеевич режет. Мне всегда нравилось, мы готовим что-то, а Валентина Ивановна помимо этого еще 25 блюд. И мы иногда даже забываем, зачем пришли. Да, Валентина Ивановна? Да, да, да. Да, сейчас будем. У нас ведь самое главное что? Борщ с мясом. Да, это главное. Да, но дело в том, что, понимаешь, у нас уже 45 минут варится мясо. Да. 45. Не 45.
35. А, без 5 без было. 5 мы а было начали, без да. 5. 35 мясо Да. уже варится. Еще полчаса Нет, минимум. Нет, это все верно. Я переживаю, я не знаю, как Юра, а я переживаю за свеклу. А что? Пассеровать ведь ее будете, да, Юрий Алексеевич? Нет, ее класть. Вот Я хотел в ее зажарку это только пойдет. А еще лук. Не, еще- Юрий Алексеевич говорит, надо слегка ее тоже припустить, да? Да, она быстрее сварится. Вот, видите, какие тонкости. Лук забыли. О, лук забыли. О, Валентина Ивановна, вам и карты в руки. Сколько луковиц, Юрий Алексеевич? 2 хватит. 2 хватит. Я лук вспомнила уже. Вот, хорошо, а то мы всегда с вами лук, кстати, забывали. И, может, он и не нужен там был, всегда писали нам. Нет, дело в том, что он зажарку делает, понимаешь, в чем дело? Поэтому здесь уже не забудешь. К зажарке лук Без обязательно, зажарки, да. Без лука ничего не От пойдет. него такой запах идет, когда лук в зажарке присутствует. Мне тут понравилось, я телевидение смотрела, как чеснок жарят. Меня это заинтересовало. Чеснок жарит, он такой запах издает, Валентина Ивановна. Мгм. Вот я говорю, меня заинтересовало это. Я еще пока это не попробовала. На практике еще не применяли, да? Нет, просто мне интересно, как он все это туда сделал. А мы с чесноком что будем делать, Юрий Алексеевич? А мы его потом в конце Я не буду говорить, бросим. что с ним делать. Потолкем вместе Полезно, с сальцом. А у нас ведь сало есть, вы не забыли? не забыл. Есть, да. А сало, Но она же готовая, она чуть-чуть оно его. уже готовое. Ну, Надо замочить, Юрий надо. Алексеевич говорит, обжаривать Да. его. Ну, чуть-чуть мы его обжарим. Ну, хорошо. Так, включаем сковородку. О, зажглось. Сковородку. И что мы теперь будем туда? Масло? Масло сначала. Валентина Ивановна, где масло у вас? Вот оно. О. Выливай, сколько там всего. Там еще есть, если что. Еще? Вот. Для этих хватит. Туда, в мусорную. Они то все. Что, еще есть банка. Еще. Так, Сейчас, давай. подождите, Валентина Ивановна. Что, будете выкладывать что-то? Сейчас свеклу, да. Чуть-чуть отдельно. Давай рукой. Сейчас я выключу. Рухнет еще раз и все. Все. О. Валентина Ивановна мне футболку оттирает, я помидором уляпал. Все, пока все, пока все. Так, вот Юрий Алексеевич бросает свеклу в сковородочку. Будем ее пассеровать. А для чего мы это делаем? Чтобы быстрее сварилось, да? Да. Так оно долго варится. Да. Так, что дальше у нас? Так, лук. Лук Валентина Ивановна не дочистила еще. Я ее отвлек. Так, что дальше у нас? Режем помидор, да? Я порежу сразу помидор. Юра, а ты не хочешь сделать так на Украине с помидорами поступают? А как? Сначала это А? дают типа потому что вы Нет. шкур. В бульон бросают, на 4 части разрезанные, чуть-чуть прокипятят, и потом шкурку всех снимают и расталкивают. Это гораздо эффектнее. Сделай так, попробуй, как люди сами. Мы уже начали резать, Валентина Не, Ивановна. ну Что говоришь? пополам порезали все. Да уже резать начали. А, ну, это Не, ну это пусть Юрий Алексеевич своим рецептом пока. А мы с этим понятно. потом мы сделаем Да, еще да, да. в следующий раз. Что, хочешь засунуть? Ну, это можно, и так можно сделать раз. Не, режь уже. Че? Так, помидоры как режутся? Крупно или такими большими кусками? Не, крупно. Она потом обжарится, он же будет это. А, еще его будем тоже обжаривать, Я да? просто хочу сказать, почему народная мудрость грозит. Попробуйте с таких кусочков, потом шкуру снять. Я А вот мы не имею в будем виду. ее снимать, зачем? А, все равно Нет. снимется. Все равно снимается.
Поменьше, да, делаешь? Маленький. Так. Что-то Юрий Алексеевич там бубнит себе под нос. Я смотрю, как регулируется газ. Это здесь четко. Свекла шкварчит. Мясо варится. Процесс идет. Обязательно процесс. Так. Что не нравится, Юрий? Многовато свеклы просто. Ну, Я что, подавал ужарится. два. Она не ужаривается. Зато красней будет. Воды выкипело, нет? Ну, воды достаточно. Ну, потом кости. Так, что дальше? Так. Сейчас немножко отражается, но вот это будем брать. Так, ну и режем лук. Интересно, как Юрий Алексеевич его режет. Традиционно, да? Традиционно вот именно. Ничего нового. А я вот не умею, как показывают по телевидению, лук режут. Они чуть-чуть. Вот это у меня не получается. Многие не умеют Ну, так. Не знаю, как это у них получается. Пальцы там отрезать вот это нужно. это не отрезается. Хвостик, да. Там начинается отсюда сначала резаться, чтобы не до конца, не дорезая. Есть такая технология, как говорится. Так, Валентина Ивановна здесь пока помешивает. Ну а что, помешать-то надо, Правильно. пока режут-то. Она же должна равномерно. Валентина Ивановна вот помогает готовить при параде. И ни одной капельки на ней. Я ничего не делаю. И то уляпал футболку. А вон я даже на полу взяла. У тебя просто попало в руку так, понимаешь? Ты нечаянно не посмотрел, у тебя же телефон в руках. Так, ну ждем очередного этапа. Это вас тетушка научила борщ готовить, да? Это Профессионально. бабушка. Нет, это бабушка учила. Тетушка просто, она работала с поваром. А, Да. И часто готовила борщ, да? Ну, она готовила все. Приходилось и торты, и все умела делать. И выпечку делала. Она очень имела чувствовала тесто, как оно должно выпекаясь, становилось красивым. Так, что далее? Далее что у нас? Мы сейчас будет. А потом будем отдельно быть обжарочку, зажарочку делать. Так, мы сейчас, так понимаю, свеклу будем вываливать в кастрюлю. Да. О, процесс пошел. Выключить, да? Потому что она тоже довольно долго Варится, да? варится, да. О, уже цвет принимать начинает наш бульон. В каждом бульоне главное мясо. Так. Так, что теперь? Соль. Это не Такая. соль. Соль это вот, не Юрий соль, Алексеевич. Это не соль. Соль вот. Щепотку соли. Другую. Пока хватит, да? Да. Что дальше у нас? Ну, пока хватит сейчас. Накрывать не будем? Лук в сторону. Режем чеснок. Юра, а ты чего хочешь с чесноком делать? Я порежу потом в конце. Тоже жарить? Нет, нет, его А что? в конце потом, как с зеленью, кинем все. Я все поняла. Я просто тебе потом скажу.
С салом еще, да? Режем чеснок. Открыли томатную пасту. Да, томатная паста. Маленькую баночку мы взяли. Вот. Потом. Потом просто открыл ее. Так, следующий шаг. Или пока Сейчас будем обжаривать лук. лук. Перец, горошек. Чего тебя ищешь? Масло. А, его открывать надо еще. Давай открою. Я что же не открою? Что ее открывать там? А тут куда дели? Там же еще оставалось масло. Так Валентина Ивановна уже выкинула её в бутылку. Так. Кидаем лук. Так, высыпаем. Лопатку, Юрий Алексеевич. Чего там? Сейчас. Да и ложкой можешь, и чем угодно можешь, господи. Проблема-то какая, никакой нет. Обжариваем лук и потом в кастрюлю его, да? Нет. Нет? Обжариваю лук, потом добавляю туда морковочку обязательно. А, Это все будет обжариваться вместе. Бланшироваться будет. И Я перец не сюда. поняла, нет, а куда его потом? А жареный лук куда потом? Как? нет, потом морковку. Морковку. А, ну то есть... Обжаривается все вместе. А, все вместе. А Да. я думала, ты говоришь, что... Нет, он предложил новый лук. Нет, нет, все. Вот это все пойдет, да. Я не Просто предлагал, я просто спросил. Просто свекла как самая тяжелая артиллерия. А, ну она вон варится и варится. Она жарится долго, да. Ой, варится долго. Она варится долго просто. Поэтому ее слегка, когда это, она быстрее сварит. Так. Ну вот лук у нас уже подходит. Можно уже сейчас скоро морковку кидать, да, я так понимаю? Да. Не А это вот у нас Она еще ничего не подходит. Золотистый Он цвет белый, добьемся? как индейец. белый как кто? И как индейец. Индейцы желтые, Валентина Ивановна. Они белые морду накрасят, когда они ритуальные танцы танцуют. Вот такой же лук. А сами они красные. Что, Юрий Алексеевич? Вообще индейцы красные. Мы доведем до этого. До золотистого цвета лук. А потом будем. А потом морковку, да? Да. Так, ну что, пришло время или как, Юрий Да. Алексеевич? Сейчас будем уже сейчас. Он Морковочку. пожелтел, как Валентина Ивановна скажет. Индеец. Бледнолицый стал, брат. Ох, Валентина Ивановна не в своей тарелке. Не в своей тарелке она. Нет, я просто... Сегодня она в ассистентах. Я учусь в том смысле, как это дело пройдет. Понимаешь, в чем дело? Потому что, ну как бы тебе сказать, когда читаешь, спрашиваешь и все, где целесообразность, понимаешь? Вот я же говорю, я недаром не могу научиться, как они режут на телевидении лук. Почему? Потому что когда он получается вот такими полосочками, Ага. и когда он на сковородку бросает, у него 1-2 минуты, и он уже золотистый. А кубиками у нас нет. Потому что он квадратненький. Это ведь, наверное, тоже какой-то смысл имеет. Я вот в чем дело. Так, ну вот. Ну да, там пламя большое, Антина Ивановна. Да. Пламя большое. Пламя большое, 1-2 минуты, и он это. Да. Да, сразу. У них же съемки же идут, правильно? Ну да, у них за счет того, что съемка. А у нас что идет? У нас тоже съемки идут, но у нас съемки домашние, у нас время не деньги, понимаешь, в чем дело, а там Ну время да. деньги, Да, там- телевизионное время. И всё. Как Я говорил просто- шеф, время деньги. Не будем терять ни того, ни Да, другого. да, понимаешь, в чем дело? Почему мне нравится? Он не успел его в кипящее масло бросить буквально 1-2 минуты, он золотистый. А у нас как был белый индейец, так и остался. Ну да, тут в принципе правильно. А Когда я почему и он говорю, тонкими, А? он длинной соломкой, и Да. тонкой соломкой, она. Да, Но она ну что? тонкая. И у нас же получается довольно толстая. До какого состояния доводим морковку с золотистого луком? должно. А сейчас все Смотрим, да? будет, морковочка даст свой сок, и все красится. Так, закинули мы перец туда, да? Да. На какой стадии? Ну уже полуготовности будет. Вот это все смесь потом кидаем в или Да. еще рано? Это все уже будет больше. Так, а что мы с салом будем делать? Вот у нас ведь сало А салой потом отдельно будет. отдельно.
Конечно. Да. Первый раз делать будем салат. Ну пока она у тебя там это, Юрий Алексеевич, жарится, можно его нарезать. Нарезать, да. Валентина Ивановна салат открывает. Ну-ка понюхайте, как пахнет. Хорошо? Ну-ка дайте я понюхаю. Да. Вот я вытащила. М. Ну это у нас мясная ферма, белорусская. Белорусская. Сейчас мы Юрия Алексеевича попросим тонкими слайсами его порезать. Мы так сделаем. Попробуем. Все надо сначала попробовать, чем в кастрюлю тащить, правильно? Конечно. Ну тут и мяса много в нем. Ну все равно и самый большой кусок, где есть жир. Да. Потому что там было остальное все вообще вкусное. Мне не тот нож. Нож. Что, нож? Нож. Вот, держи. Ну, как тоненько Юрий Алексеевич режет. Прям просвечивается. Ему в столовой работать. Ну, в общем, вообще должны готовить. Видите. Ну, только же Она- яичницу жарить и картошку. Ну да, а на обжарку нам потолще надо будут кусочки, да? Зачем? Можно и такими. Такими, ну смотри, я просто... Просто меньше будет времени обжариваться. Всё. Юра, может быть, я не права, но картошку за сколько минут ты кладешь в борщ, чтобы она превратилась в пюре? Вот Зачем? насколько? А зачем Потому она что у пюре? нас уже ровно уже час 5. Сейчас, У нас уже час сейчас 5. мы мясо Для картошки посмотрим. тоже надо время. Сейчас, Вот Юрий так. Алексеевич, а вы картошку жарить могете? конечно. Жареная картошка с мясом – это классика. А еще картошка с грибами. Наверное, это самое- еще лучше. Не, я с мясом больше люблю. Ну, можно и грибы добавить туда. Нет, понимаешь, что, наверное, когда Не, свежее, если грибы не шампиньоны, а там подберезовики, подосиновики, согласен. это можно сыроежки, сразу прямо это жарится. Валентина Ивановна что-то стоит. Сыроежки можно. Подслушивает. жарить. Тогда нужно только одни сыроежки. Или лисички. И сразу можно жарить картошку. А жареная картошка, да и как режешь картошку? Ну как? Ну, в жарку, я имею, полосками, этими чипсами, соломкой. Соломкой. В основном. Соломкой, да? Да. Так, Так, ну еще сейчас. жарится, да? Это сейчас уже готово, а вот картошку мы сейчас, Картошку уже закидываем, да? конечно, ну, я сейчас попробую мясо. Вилкой возьмем. Вилку, Валентина Ивановна, вы там на помощи. Дайте вилку. Вилку попробуем сейчас мясо вытащить отсюда. А то совсем уже отлыниваете от работы, Валентина Ивановна. Сейчас. Ну, Ну, мясо, она уже мясо уже готово. Развалилась, да? Его надо вытаскивать, да? Ну, я вытащу, Нет. потому что я вытащу его, потому что Чтобы у нас разделать его. много, Да? и много у нас получается всего, поэтому вытащу. Не, ребят, мяса много не бывает. Мясо сейчас. О, гляньте, какая красота. Попробуйте вилкой и ножом, Валентина Ивановна, будет от кости отделяться. Вот это, вот это попробуйте. Вот это? Да. Сейчас. Нет, вот от кости попробуйте отделить. Сейчас. Идет. Сейчас. О, все. Значит, сварилось. Ну, уже видно, да. Не, мы сейчас его отделим от костей. Сейчас. Держите. Сейчас он должен остыть немножко. Просто чуть-чуть надо Остыть. подождать, чтобы он остыл. Мгм. потому что горячий. Ну, все, да. Так, ну, а картошку Юрий Алексеевич закинул. Сейчас. Вот, самая мясная тема у нас пошла. Косточки с этими, с мозгами. Поэтому А может кости обратно кинуть, Юрий Алексеевич? кости кинь надо обратно. Пусть они там мозг. Ты знаешь, Хаджан Пусть они картошки мозг выносят. Хаджан Насреддин приготовил по приказу Бая то, что помягче, что нам на стол, что потверже, то отдать Так, крестьянам. открывай крышку, открывай. Ну, и дальше. Он взял мясо, проварил чуть-чуть и его срезал, снял. А кость вырыл, пока
не стали мягкими. И костями угощал баю, а простой люд угощал мясом. Потому что он был тверже. Мясо сам съел. Я он угощал. Смотрите, какое сальце красивое получается. Я Валентина хожу на Ивановна, средин. Помнишь такая песня? Да. Сам себе господин. Валентина Ивановна, Давайте. Сейчас, Дайте. подожди, ты делай свое дело, Всё. и у тебя еще капуста не Сейчас, деланная. сейчас мы начнем. Ой, не надо мыть, пока подожди. Так, ну вот перешли к капусте. Сало есть, помидоры есть. Гляньте, как Юрий Алексеевич капусту шинкует. Валентина Ивановна, вы так можете? Нет? Валентина Ивановна там с мясом увлеклась. Я не люблю капусту большими этими, поэтому я тонко. Не, ну мы же вас не в промышленных масштабах заставляем ее рубать. А сколько вот на этот борщ? Пол кочана, да? Ну, Ну, чуть меньше вы отрезали. Вот лук бы ты так сделал, было бы здорово, а ты капусту так сделал. Ой, от нее ничего не останется. останется. Валентина Ивановна, не перебивайте. А я просто, это мое мнение, а его другое. Я вот смотрю, мне кажется, что такая мелкая капуста. Ну, вы считаете, что ваше мнение правильное? Нет, Нет, да? абсолютно нет. Там вам напишут в комментариях. Абсолютно нет. Напишут вам в комментариях. Нет, совсем мое мнение неправильное. Просто, Абсолютно. ну, у каждого, знаешь, я не люблю, когда она слишком длинная. Капуста, слишком большие куски. А ты не любишь большие куски, да? Я чувствую, ты маленькие любишь. Я, да. Это не про Юрия Алексеевича, Валентина Ивановна. Большому куску и рот радуется. Так, я бы все же мясо положила обратно. Я тоже, Юрий Алексеевич. Ну, Давайте положим, пусть оно еще Сейчас, потомится. подожди. Держи, Вы правы, давайте. потому что я... вот. ну вообще мясо готово. Для мяса требования, оно нормальное. Вот для кости нужно еще, чтобы мозговую кость. Размешайте ложечкой вон туда, утопите его. Сейчас я это сделаю, и то, и другое я утоплю. А то оно лежит, как это... Да, и оно же лежит, заветривается тоже. заветривается, А там и оно оно будет... не варится. Ну, ты Мы- же ел утенка, Да. ты же видел, как... Мы его он- правильно разделали, Юрий Да, Алексеевич, и оно сейчас вот, как говорится, в открытом доступе. Да. Я люблю потоньше, что ли. Капусту Ну, капуста. или мясо? Ну, мясо-то это, а вот капуста же, она... Пусть она будет подлиннее, но потоньше. Не Не, толстая. ну вы же и режете, вам и карты в руки. Так, а мясо уже у нас получается варится 1 час и 15 минут. Ну, она уже готова почти. Не знаю, как вам... Ну, у каждого же свое представление о готовности мяса. Не, ну нам надо не мясо, а готовый борщ, вот как бы. Поэтому сейчас... Свинина. Крупные куски с костью. 1:30, 2 часа. Грудинка целиком. час 10. Окорок целиком. 2 часа, 2:30. Это вы где это откопали? Эту Корейка целиком. 1 час 30 минут и так далее. Мякоть крупным куском. 1:30 и так далее. То есть здесь попроще... А у нас сейчас 1:20 варится. А у нас всего-навсего 1:15. Сейчас уже И у час. нас с костью. Я вам почему и сказала. Крупные куски с костью. С костью. 1 час 30, 2 часа. Почему от кости маленький кусочек отошел, а большая кость не стала Кстати, отдавать вам в мясо. очках идет, Валентина Да, Ивановна, гляньте, вот как. так вот. Я просто к тому, что на руки не попрешь. Все. Ну, а мы без науки здесь делаем, да, Юрий Алексеевич? Ну, тут, конечно, я науку не проходил. У меня была наука, это бабушкина. И, как она говорила, недосол всегда, внучок, на столе. Так, теперь Пересол. слушай. Юрий Алексеевич, скажите, мы МГУ не заканчивали, да? Картошка. Картошка варится 30 минут, а молодая всего 10-15 минут. А у нас всего молодая. Не очищенные 30 минут, а нарезанные брусочками, кусочками, кубиками всего 12-15 минут.
Вот так. Вот так Ну, вот. сейчас мы капусту забросим. Сейчас я ее дорежу и забросим капусту. Сейчас тебе до капусты дойду. Капуста молодая. Я молодой, не А понимаю. помидоры это в самый последний Есть, момент, сейчас да? найдем. Последнего. Свекла. Свекла, нарезанная соломкой, 30 минут. Морковь ломтиками, 20 минут. Вот капуста белокочанная в воде 10-12 минут. А шинкованная. Валентина Ивановна все есть, видишь? 10-15 Юрий минут, да. Алексеевич. Шпинат, щавель, лук, перец сладкий. Всего 15-20 минут. Так. Знаете, я ее возражаю против Науки, да, Юрий Алексеевич? науки, да. Но мы варим по ощущениям. Посмотрим по ощущениям, как учили. Правильно он сказал, бабушка учила. Значит, правильно. Будем науку сравнивать с бабушкой. А вы Талмуд принесли, Валентина Ивановна. А я просто прочитала, что дает наука и что делает Юрий Алексеевич. Ну, ты знаешь, Кто победит? хотя Бабушка иногда- победит. вот иногда вот народные средства гораздо лучше научные. Обоснованные. Они Так, бывают какой у нас этап? теории, Закидываем, да? конечно. А мы еще эту ведь не закинули. Чего? Зажарку. Сирока будет это в конце. Она А, уже в конце, всё. да? Конечно, сначала. А, Мы сейчас капусту. капусты достаточно или еще? Ну, вот эту дорежу. Сейчас мы. Густой получится больше. А у нас, мы да? добавим. А мы кости мясо уберем потом это. Оно уваривается сейчас. Ага. А вот Капуста это самое. уваривается. А здесь как он? А ты выключил? Да, я выключу. Понятно. Так Мы и щас- будет. Мы ж кости вытащим, чтобы они место меньше занимали. Да, и вместо этого добавим лучше воды. Не воды, а кипяченый. Кипяченый из чайника. Ну. Так, Сейчас и здесь. слишком заработаю. сладко. Соли маловато, да? Да. Не, ну, Я могу добавить соли. это то это. Мы уже добавляем. Просто держу, я пока готовлю, я несколько раз пробую. Правильно. Потому что на определенной стадии то сладко перебивает. Но соль лучше умеренно ее. Лучше слегка не до соля, как говорится. Да, потом можно Потом досолить. каждый солит ровно столько, сколько хочет. Правильно. Так, ну, ждем. Так, ну у нас пошли заключительные аккорды. Теперь нужно нам зелень порезать. Валентина Ивановна ее помыла. Ну, Юрий Алексеевич рубает. Это вперемешку с чесночком, да? Чеснок один у нас. Почему? Чеснок будет на самом конце будет уже. Ну, и зелень есть в самом конце. Ну. Юра, а ты томатную пасту кладешь вместе с помидорами? Так, вот. Или по отдельности? Как ты ее кладешь? За... Мы помидоры сейчас вместе с салом. Убавим немножко. Понятно. А что там уже? Томатный потом я кипяточку добавлю, и мы его так прям сразу. А, вот так хочешь? Да. Давай. Валентина Ивановна, а говорите, не умеете борщ готовить. Я не умею, я просто учусь. Спрашиваю. Так советы постоянно даете, что... Нет, я наоборот что спрашиваю. надо, как- да? А я просто спросила, как он делает, понимаешь, в чем дело? Я же не говорю, как я делаю. Ну вот, пособие вам будет. А? Видео, когда выйдет, Да, пособие да, вам да, будет. я ее спросила, я говорю, да, как ты делаешь? Потому что все Так. по-разному. Смотрим, проверяем, что у нас там. О, бурлит сильно. Ну, и уварилась вся капуста, да? Ну, не вся, но уваривается, конечно, прилично. Сейчас мы еще костю берем. Тут будет, уже немного места занимает. Сейчас. Я, ну, честно говоря, не люблю, когда
крупнорубленый, там капуста. Ну, вы же и так мелко все нарубили. Не, ну поэтому я не люблю я. Поэтому Добавляем. Ну и ждем. Так, ну сейчас мы кости вытащим, как Юрий Алексеевич говорит, они много места занимают. Ну да, много. Ну не настолько много. ну, как ты знаешь. Очень даже много места занимает. Сейчас А так голенькая была. Так кость голенькая совершенно. Ложкой, вон ложкой. Мясо надо было Ту кость порезать. не, Не, не мясо. возьмешь, пусть и да я возьму. Не, я говорю, мясо надо было порезать. С костей срезать или что ты имеешь в виду? Помельче порезать кусками. Просто он большими кусками лежит. Ну там где-то большими, где-то маленькими. Ну вот косточки. Теперь что? Зажарку, да? Теперь сейчас мы зажарку, да. Ужин. Это. Выкладываем. А там свекла. А нет, свеклу мы выложили. Там Нет, там лук, перец лук, перец и морковка. и морковка. Кусок мяса большой. Ну пусть лежит, оно сочнее будет, Юрий Алексеевич. Не, мы его вытащим, потом лучше порежем. Когда порежем помельче куски, а то идет большой кусок. Просто. Большим куском вот зачем. Также, когда мелкий, то он всем достанется. Кто-то еще, да? Да мясо вытащили, большой кусок. Мясо. Просто большой кусок. Ну, уже готово. Так, что, закрываем? Сейчас добавим. У нас еще помидоры. Да, сейчас мы это еще сделаем. А, водички подлить, да? Сейчас чуть подливим воды. Кипятку. Ну, конечно, чтобы. А сейчас уже будет только сало и помидоры. Забурлило. Ну, а накрывать не будешь к этой кастрюлю? Что тебе, тряпку дать? Да? Все, ничего не надо. На хорошие тряпки тебе. Все. Вон она. Мы Да очень он спички экономно. же ты достал целый коробок. Да Что ладно. ты экономишь на спичках? Марья Ивановна, я как хороший. Пальцы сожгешь. Ой, ну, Ладно. мужики, это хер Нет. знает что. Когда один включает, Вот так. Легко и просто. Так, поставили сковородку, теперь помидоры закидываем. нет, сначала сало. жарим без всякой этой, берем сало, и оно сейчас обжарится. Потом На будем- сковорок будешь жарить или как, Юрий Алексеевич? Ну, да. Будешь сейчас. Вот этого хватит, да, или? Этого хватит. Сейчас разделим все это. Ага. Ну это мало, мне кажется, не? Нормально. Хватит, да? Аромата хватит. Это ж, в принципе, для аромата вообще-то. А, это потом в кастрюлю пойдет, Да. И с помидорами, и все. помидорами. Клади больше, не ошибешься. Там сала-то немного, поэтому можно положить несколько кусочков, по-моему. Если оно побольше было бы, я с тобой согласна. Вот так. Жирку положи, вон он. Ой, Так, обжариваем сухое. сало. Так, что еще, Юрий Алексеевич? Все пределы. И Валентина Ивановна там тоже сало обжаривает. Нет, я его давлю, чтобы он нам жир дал, чтобы потаял. А видишь,
Где жирный, вот, где жирный, смотри, дает. Где жирный, Мы дает. сейчас его перевернем. Сейчас оно пойдет, Валентина Ивановна. Хорошо. Хорошо. Так, сало немножко обжарили, и теперь кидаем помидоры. Теперь, да. Чтобы присущить помидорчики. Много разных нюансов. Вот, сюда маленькую, Красота какая. И теперь вот еще у нас здесь, маленькую ложечку возьми. еще у нас тут томатная паста. Чесночок еще у нас тут нарезанный. Что у нас тут конвейер? Валентина Ивановна сразу тарелки моет Ну, конечно, тоже. для следующих, Вдруг понадобится. да, для следующих мероприятий. Вдруг понадобится. Что, Юрий Алексеевич, задумались? Да нет. Просто что. И следующий этап у нас погружаем туда пасту, маленькую баночку. Всю выкладываем, да? Да, конечно. Ну, там остальные никуда не сюда. Смысл такой, да. Не, ну правильно, что оно. Что упал? Сюда попал. Упала А, хорошо. Это не страшно. крышка слегка. Женщина говорит, нам торопится в гости. Так, все размешиваем. Какой рачительный хозяин Юрий Алексеевич. Даже водички туда и вымывает все. Я думаю, так каждая хозяйка вообще делает. Не только. Ну и теперь вот еще немножко подержим. Да, сколько? 2, 3, 5 минут. Пару минут Пару достаточно. минуток, и все это отправляем в кастрюлю. Процесс готовки борща, конечно, долго, много времени занимает. Я вообще обычно режу помидоры меньше. Что сразу раз Ну а что сейчас крупно порезали? по просьбе. По просьбе Валентины Ивановны? Ну да. Она из-за того, что шкурку снимать. В шкурке самые витамины. Ну, знаешь, витамины-то витаминами, но иногда они съедобные, не съедобные. Так, что, пересыпаем, да, все это? Ух ты, блин, чуть ли не через край прям, да? Сюда тоже водички надо, сковородку, Юрий Алексеевич? Чуть-чуть водички обязательно. Смыть все это, да? Конечно. Благородный нагар. Не, я думал, вы из кастрюли возьмете так ложечки туда, да? Как раз будет. Мы потом просто когда отберем кастрюлю и
Все влезло. Ну и вот такой у нас сейчас получается борщ. Еще не до конца. Сейчас мы еще. Зелень и чеснок, да? Не пойдет через край, Юрий Алексеевич? Нет, не пойдет через край. Ну, на все про все почти 2 часа у нас готовки. Ну, в принципе, если с мясом, так оно и уходит, есть, да? Да. Так, все, ну, хватит. Не дай. Да? А чеснок когда добавлять будем, Юрий Алексеевич? Сейчас. Прямо сейчас, да? Да, сейчас чуть-чуть. Чуть позже, чем на середине. Ну, чтобы... О, красота какая. Густой, наваристый. Вот так, Валентина Ивановна, видите? Ростовский борщ. Посмотрим. Вот, теперь чеснок. Скоро этапы все Сейчас будем заканчиваются. дегустировать. Да. 5 Что минут вы настоится, да? Можем с полужару, кто как любит. Не, ну там чуть-чуть постоять он должен, не? Обязательно. Нет, ну. Наверное. Минут 5 хотя бы. Ну, иногда... А вы как любите, Юрий Алексеевич, с полужару? Нет, я с полужару не люблю. Чуть-чуть должен стояться. Хотя вот у нас дед ел, он всегда с полужару. Просил прям вот... И ел деревянной ложкой, потому что... Деревянная, потому что она не нагревается. Она не нагревается, да. Он ел именно с полужару прям вот. Ну и правильно. Так, ну все, ждем. Моя ложка. Так, ну вот, смотрите, какая красота у нас получилась. И тут моя тарелка. Валентина Ивановна уже Я мешаю, папа. все на дегустации. Так, давайте пробуйте. Сейчас попробуем. Юрий Алексеевич. Как? Получилось? Нормально. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Главное, теперь вот Валентина Ивановна резюме что сейчас скажет. Что-то Валентина Ивановна не очень поняла с первого раза. Я Да? еще не раз пробовала горячий. Дуйте. Ну, красиво получилось. Красиво. Красиво, вкусно, но не остро. Остроты нет. Остроты надо было добавить Наверное, чили. надо было перца добавить. Купить надо было нам перчик вот этот, халапеньо, типа этого что-нибудь. Ну он в холодильнике есть. Ну, уже поздно. Ну, ладно. Можно добавить сейчас. Да? Ну, сейчас добавим, пока я буду ставить на штатив и пробовать тоже. Ага. Все попробовали, кроме меня, и пришли к мнению, что не очень остро. Да, не Валентина Ивановна вот достала перчик, Да. чили. Я сейчас один тоже себе кину в тарелку. Я еще даже не пробовал, как получилось. Сейчас мы кости повылавливаем. Вкусно. Ну, мы старались же, было вкусно в первую очередь. Мясо сварилось хорошо. Косточка, вот она, видите, уже можно ее охладать даже. Вот этот костный мозг. Он не вытаскивается. Валентина Ивановна, ножичек. Ножичек? Ну да, вот я достал. Тоненький есть, Я тоненький. хочу вытащить его оттуда. Вылезет. Своих мозгов не хватает, вот костный. Давай. Да, их там особо-то и нету. Это тоже какая-то безмозглая была.
Кости убираем. Дай мне нож, пожалуйста. Сейчас. Да ее там выстукивать надо. Так она просто... Ну да. Ну. Мы особо не будем выстукивать. Ну, самое главное, вот такой у меня красивый борщик получился. В моей тарелке. Вот сейчас перчик немножко. Да? Дам чего-нибудь еще? Да. Я бросил себе один. Вытащил, Юрий Алексеевич, Что? костный мозг. Сейчас вытащу. Ну, здесь особо много говорить не надо. Все увлеклись борщами. Все проголодались, потому что 2 с лишним часа варили. Все смотрели на него. И ждали, когда же подойдет процесс. Тем более на улице слишком долго были. Это будет пасмурно. Пока Юрия Алексеевича дождались, пока походили по магазинам. Ну, получилось отлично. Юрий Алексеевич, зачет. А вот Юрий Алексеевич с хлебом ест. Валентина Ивановна без хлеба. Поддалась моему дурному примеру. Если бы я ела больше, то с хлебом белым. Раньше Валентина Ивановна, ну какая разница, с хлебом ведь ели. А сейчас вообще без хлеба едите. Валентина Ивановна требует добавки. Спасибо. Я целую тарелку съела. Все, хватит с меня. Ну, тарелка была не полная. Полная. Все нормально, спасибо. Салфетки. Ну, ваше резюме, Валентина Ивановна, по борщу. А я сказала, все. Не, ну вы сказали после первой ложки, А сейчас скажите после первой тарелки. я не добавляла перчик, как вы. У меня все так и остается. Вот вы добавили перчик, что-нибудь у вас изменилось или нет? Конечно. А вы что не добавили? А я как-то не добавила, потому что я боюсь, кашлять буду. Конечно, Его надо- ассорта, он когда- вкус придает, ассорта и Да, вкус да, не да. Ну, когда в придает, пиццерии поэтому. сидели, всю халапенью забагрили Юрию Алексеевичу. Почему? Халапенью. Ну, это перец Я острый. понимаю, я 2 штуки взял. Вон он слушай. с банкой Вон он, стоит. банка. Я говорю, когда в пиццерии сидели, А, не поняли. когда в пиццерии было дело. Готовила еще овощной салат, по-особому приготовила картошечку и еще кое-что добавлю, и все, поэтому кушайте спокойно. О, мне перец попал. Какой я бросил. О. Вот, Ну, может, вот эту остроту я почувствовал. можно отдвинуть его, конечно, в сторону, но Так я его и двигал, а сейчас вот не заметил. Едим всего понемножку, чтобы все влезло. Но до конца. не, больше, он, по-моему, очень даже красивый получился. Да, вкусные. И вкусный. Как по-вашему, что не хватает там или все? Не, ну вот остроты не хватало, это да. И вы, Ну, а фасоли каждый стоит ровно столько, сколько. ну да, вы слегка расстроились, что много свеклы, да, а ее, видите, и не видно. Нормально. Или видно. Ну, так ее многовато. Многовато? Конечно, она же попадает все равно. Надо. Ты же ощущаешь, что это не морковка, это свеколка, а ешь. Зуб ощущается. В принципе, же можно было пополам. Ну, ничего страшного.
почему было предлагал половину, почему их разбор. Ну, сам понимаешь, тогда воды как раз можно было даже чуть больше, чтобы Ну было да. пожиже. И с одна получаешь, это пожиже. Так, ну я вот тоже тарелочку борща от Юрия Алексеевича приговорил. Ну что хочу сказать, получилось вкусно. Не зря мы столько мучились. Ну, может, как Юрий Алексеевич сказал, по времени оно так и должно быть, но 2 часа. Убираем тарелки. Так, Валентина Ивановна что-то там уже приготовила нам. Это что, Валентина Ивановна? Грибочки. Ух ты, гляньте, какие Грибы. красивые. Грибы. Смотрите. Это малосольные, да? А, да, маринованные. 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 Так, перец в Она сторону. маринованная. Так, Перец убираем. не нужен. Салат поближе. Посмотрите, как надо с костью. Вот Юрий Алексеевич хочет вытащить. Ну, не, я вытащил почти все, оказывается. Да там его и много и не было, походу. Это такая косточка. Она большая была. Ставь к себе тарелочку от гриба. Мгм. Тарелочку. Нормально. Так, давай. Теперь смотрим, Валентина Ивановна что-то там Еще раз. колдовала. Да, Это уже, да, как да. говорится, внеплановое. Да, внеплановые. Ну, Еда. кормить-то мужиков надо. Кормить-то надо. Борща наварили на а ложку неделю. за црах куда дели? Вот Вот они, она. ложки все. Ага. Так, это что, рассказывайте, Валентина Это Ивановна. просто картошка, приготовленная с луком. Все. Картошка с луком. Да, картошка с луком, да. Молодая картошка с луком. Мне не очень много, Валентина Хорошо, Ивановна. хорошо. Еще одну и все. Вот это мне хватит. Все, О. все. Накладывай салат, грибочки. Да, всё. это я сделаю. Так, давай. Юр, Юрию давай, Алексеевичу вилку. побольше, он Ага. проголодался у нас. Конечно, конечно, конечно. Ребята, вообще-то я ем часто, но понемногу. Вы не забывайте. Заблуждение. Есть часто и понемногу. Ну, как я В ем. новые исследования, это раньше, да, говорили, есть Чего? часто, Чего там? понемножку. Держи. Каждый раз, когда ты начинаешь есть, это какой-то резерв в организме идет. Так что это заблуждение, что есть надо часто, но понемногу. Ну, как-то я себе давно уже Раньше- привык, как- Раньше говорили, что яйца это очень вредно. Оказывается, яйца это очень полезная еда. Я яйца и по утрам надо ел. Да. Готовил отдельно. Так, В новом свете сейчас, Сладкое, в новом свете сейчас фруктоза очень, оказывается, она откладывается или на печени, что-то такое. Фруктоза это идет со всех фруктов. Ну, с другой стороны, если мы это все будем слушать, то это будет полный Ну, финиш. Посмотрите, какая красота у нас. Вот. Мне одну ложечку, Валентина Ивановна, положите, я пока снимаю. как, это же еще древнее. Говорит, когда я ем, я глухо не ем. Вторая говорит, когда я кушаю, Ох, я говорю, хватит. слушаю. лук. Нет, дело в том, Я что, тебе Юрий выбираю Алексеевич, лук. вот мне многие пишут, вот вы там едите и разговариваете, надо сначала поесть, а потом уже съемки вести. Но люди далекие от такого процесса, я даже объяснять не буду, я просто удаляю вот эти вот комментарии, а особо злобные и нравоучительные я блокирую, какие пишут вот это. Просто люди не понимают. Просто это как, Процессы. и, говорит, чай не попьешь, не поработаешь. Другое, она другая совсем пословица. Чай не пил, какая сила, чай попил, совсем Совсем ослаб. ослаб, да. Это еще я помню с армии. Вот. Но опять же, сейчас говорят, да не, оказывается, каркаде это чай-то очень полезен, а это же суданская роза, в принципе-то. Это же- Вот, а это можно прямо оттуда лепестки брать, розы. Валентина Ивановна. Я уж прям кладу, чтобы ты вообще не работал. Уже все. Да, может, еще и прям в рот сразу. Могу, это говорю. у меня запросто. Слышь? Ну а теперь говорят, да не, она, оказывается, очень полезна, Да. суданская роза. Ну, даже Сейчас лепестки роз. очень много пересмотрели, приоритеты сейчас совсем другие. Оказывается, бананы, казалось бы, там калия много говорят, все это оказывается и не так. Огромное количество сахара, просто бешеное количество сахара Да. в бананах.
И вот эти все. Оказывается, самые полезные сейчас в новом свете исследований темные фрукты, то есть черника, голубика, очень полезна малина, вот эти вот черешни, персик, это фруктоза. Это, говорит, очень и очень. И особенно, когда вы это едите натощак. Говорят, опять же, это не я говорю. яиц можете съесть натощак? Ну, если ешь по 2 числа, не знаю, по 2 штуки каждое утро, ничего страшного. Я помню, подростком был, когда в школу, у меня отец всегда яичницу из 3 яиц каждое утро. И вообще не проблемы были никакие. Так что, не знаю. Потом откуда-то вышли исследования, что яйца там на умственное развитие влияют, там быстро от них деменция наступает, еще что-то там, такой бред, холестерин, Да. оказывается, от яиц был. Ну, А давайте. сейчас наоборот все. Но Давайте опять же, кушайте, а если- все остыло уже, все. если это все слушать, то лучше и не жить. Все остыло. Так, ну вот у нас второе блюдо. Теперь это первое блюдо было, у нас вот здесь такое вот, первое блюдо было от Юрия Алексеевича, борщ. Ну, эти, в принципе, тема нашего сегодняшнего видео это борщ. От ростовского парня, как говорил Дебров. Он ведь тоже ваш ростовский. Да. А вот второе блюдо от Валентины Ивановны, молодая. Это не блюдо, а дополнение к обеду. Просто. Не, ну как, тоже ведь блюдо считается. Второе блюдо. Второе ж не пирог. Я не стала готовить ни мясо, ни Правильно. птицу, потому что после борща едва ли вы стали есть. Правильно, Валентина Ивановна, мудро. Мгм. Поэтому я сделала молодую картошку. Скажите, продукты на вас переводить? Да? Да. Ну, Труд, большой труд. И во имя чего? Чтобы не ели. вот именно. А я не люблю, когда не едят. Если уже сготовлено, надо есть. Правильно. Я вот, например, уже все. А у нас еще десерт, арбуз. Арбуз сюда, что он сейчас пойдет. Это как раз водичка пойдет. Думаете? Уверена. Арбуз пойдет. Маленькую Больше паузу сделаем. едва ли что-нибудь, а арбуз пойдет. О, мне бы ваш оптимизм, Валентина Ивановна. Я Да. говорю, думайте, уверена. Да, уверена, что арбуз съедим. Если он что съедобный. Юрий Алексеевич убирал. Да. Но он будет не виноват, потому что еще рановато. Ну да, даже еще не август на улице. Мгм. В Ростове, Юрий Алексеевич, много было бахчевыми засажено полей? Ну, Много? юг Ростова, в основном так. Очень много борщевых. Вы по детству по полям не бегали, не воровали арбузы? Не, арбуз не воровали. По Дыни. колхозам ездили, воровали фрукты. Какие? Сады. Яблоки, А. сливы, виноград, Короче, вы орехи грецкие. сады обносили, да? Вот это черешня, да. Ловили вас сторожа? Было такое. Но больше не сторожа, а бежчики. Они на лошадях, лошадях. сторожа. Сложнее ему, понимаешь? А бежь уже объезжал сюда на лошади. Ружье было у него? Уже не было у него. А что Ну, было? Кнут? Была плетка, Плетка? которая заставляла восстанавливаться. Вот иногда даже бывало, мешки бросали, сами прятались. Но тогда он просто возле мешков спешился с лошади и ждал, когда же придете. За мешками. А куда деваться? Ну и тогда там торг вели, да, валишь как-нибудь с ним. Ну я, сколько помню, себя где-то с 12-13 лет я спокойно. уже Я всё подрабатывал на колхозных остыло. полях. Ну, все остыло. Работали, да? Ну, правильно. Ну, Ну, подрабатывали, я имею в виду. подрабатывали, потому что, ну, как родители, да. Ну, по тем временам это деньги были небольшие.
Поэтому, кажется, надо больше. По тем временам и цены были не такие, как сейчас, наверное. Да, Валентина Ивановна? Да. Были времена. Я сейчас все время включаю после 12 часов ТВЦ. 90-е, возврат в СССР. Очень интересные идут программы. Очень. Такие материалы подобраны, о которых мы вообще и думать не могли, и видеть не могли. Такое вскрывается. До 3 часов смотрю. Вот так, а потом не спите, потом не не спится. спите до Нет, утра, потом поем, чаю попью и спать ложусь. да? С батоном, Потом с вареньем. с вареньем. Мгм. Так что опять обратно, где Советский Союз. Вот если бы сказали отмотать время вспять, хотели бы вернуться в Советский Союз? Валентина Нет. Ивановна? Нет? Почему? А нельзя в одну и ту же реку дважды войти. Ну это понятно. Потому что того не вернуть, понимаешь? Но если бы что представился такой момент. такой не может быть, потому что мы уже перешли рубеж. Мы уже смотрим по-другому. Этого не может быть, потому Да. что этого не может Да, быть. Да? потому что мы уже пожили в другой жизни, мы уже были в других отношениях, и мы то не примем уже. Понимаешь? Тогда снабжалась Питер и Москва. Я говорю. А в провинции, А да? да, полки были заполнены. Ну чем? Чем? Завтрак туриста. И И морская морская капуста. капуста. Во, мы вместе сказали в унисон. Вот и все. На всех полках было Да, выложено. да. И березовый Вот. сок еще. Березовый Да, сок был, да. трехлитровый банки. Компот, Да. нет, компоты были, да, в банках шестовых. Даже в Ростове такая ситуация была. И в Ростове такая же ситуация была. В Ростовской области. А у вас тем более. А когда говорят, ой, у вас была рыбка, икра, то все, 5-10. Ничего подобного не было. Я единственное всегда говорила, чем я пользовалась. Это был санаторий. Это после такой работы. У нас же был ненормированный рабочий день. Я на работу приходила очень часто к 7 утра, когда у меня были семинары пропагандистские. Мне надо было все подготовить, в 9 начала. И уходила я в 11 вечера, после всего, в 12 была дома. Это считалось ненормированный рабочий день. И они были очень-очень постоянные. Поэтому нам давали... Сейчас вам напишут, но это же не вагоны разгружать. Ага. А ты попробуй аудиторию подержи, 500 человек. Ну это да. Ну, вообще, Это работа с людьми. И это- причем люди, это как сейчас, сложнейшая все работа. разные. Люди сами сейчас видят, как пишут, Да. как друг на дружку идут. Юрий Алексеевич, а вы секретарем вторым в ЛКСМ чем занимались? Чем? Тоже пропагандистской работой? Пропагандистской, в первую очередь, а я был и в одно Второй время пропаганда. был командиром комсомольского, так сказать, оперотряда. Что делали? Ну, как праздники, там, оцепления стояли. Пьяных ловили? Ну да, вылавливали и не пускали в храм пьяных, без ничего, просто. Потом партсобрание прорабатывали, чтобы... Ну, в одно время, знаешь, нам поручили, вот мне было 26 лет, мне поручили, значит, перевоспитать 52-летнего мужика, у которого 3 детей. А мне 26 лет, надо на дочку еще. Ну и как вы действовали? Ну, до смешного, понимаешь? Мы единственно смеялись, когда секретарю горторга, вот, ей домушника дали, у которого там 13 квартирных краж. О, ты его приведи домой, будет 14, мы смеялись. Поймали домушника, да? Не, ну, ей, ну как, закрепляли, понимаешь, и за ней закрепили вот этого неблагонадежного товарища. Ну, у него квартирных краж раз было, мы смеемся, ты приведи домой, он увидит хрусталь, все, он делает тебе 14 краж. Ну да. А вам их давали на перевоспитание, да? Ну да, ну как можно, ну, серьезно подумай, ну как, если я 26-летний могу перевоспитать, тем более человека, 3 детей. 52-летнего, 52 в 2 года, раза да. старше вас. Да, как я его могу перевоспитать? Ну это же наивно и смешно. Мне было бы так грустно, если бы не было. А тему перевоспитания он что делал? Бухал там, вел аморальный образ жизни? Ну или вот что? он бухал, ну как его остановишь? Вы, наверное, с ним Получит. потом, да? Нет? Понимаешь, вот у нас просто, я когда был
У нас еще ничего пили, а вот в Горьком я когда был в командировке, В на Горьком? Да, Нынешний Нижний Новгород? да. Вот я был там в командировке, вот начальник цеха, когда получали получку зарплату, его домой откатывали на тележке. Вот, знаешь, грузовая тележка, красная. Вот его на такой тележке домой потому что он был никакой. Ну и чему Нет, ты нет. смеешься? Плакать надо, а ты смеешься. Не, ну, Что это наша трагедия. Это трагедия, Янка. Вот опять сейчас прошла, опять мы находимся, правда, мы уменьшили на душу населения потребление алкоголя. Крепкого алкоголя. Да, крепкого, да. Зато мы выросли не на крепком, а на вине, и на вино и пиво. Это еще хуже. А это еще хуже. Дальше. Какую-то тему мы затронули. Да, она тяжелая. Грустную. Игорь, она очень тяжелая. Она многие семьи затрагивает. Да. Она много трагедий делает. Особенно. А сейчас молодежь. А я просто убиваюсь, когда смотрю вот эти самые банки с этими самыми с коктейлями. Энергетики, там Энергетики, всякая эта коктейли. фигня, Это да. что-то страшное. Это что-то страшное. Это тоже как электронные сигареты. Да. Все то же самое. Уж лучше А, выпей оно- рюмку водки. Она действительно, Поешь как следует. эта проблема не изучена. И она Кстати, вот это вы курили когда-нибудь в жизни, Юрий Алексеевич? пробовал, но не нашел. Пробовал, да? Пробовал. Вот как и Валентина Ивановна Да, тоже. я попробовала один раз и завязала на всю жизнь. И вы также? Я пробовал и трубку курить, и сигареты, и нюхательный табак. И ничего не вставило у вас, да? М. Ну и правильно. И я решил, что зачем. Деньги переводить и здоровье. Не потому что Именно здоровье. Удовольствия никакого. удовольствия нету, а если не удовольствие не получается, Во имя зачем? чего? Ну это да. Понимаешь, должно же что-то как-то так. Чуть ты картошку не жалуешь? Не понравилось, что Почему? ли? Мне спасибо. Ага, я смотрю. Многовато, Валентина Ивановна. Маловато? Ну, Многовато. Он бы Ага. еще борщичку налил себе, да, Юрий Алексеевич, не? Не, а больше, да, жидкого это. Да, Вот. да. Ну, Ничего, не- наливай, не что надо, ничего. Все нормально. Не, ну а что ты стесняешься? Да все нормально. Я вот это заем, все. Валентина Ивановна, налейте. Не его. надо. Не надо, только всё. это самое. Я им даже с собой дам. У меня Спокойно. банку найду Баночку нальешь, хорошую. спокойно Целиком налью, да, абсолютно. Потому что Мне я, только не надо. И тебе Я с дали. банками не я буду поняла. таскаться по метро. Угу. Юрий Алексеевич любит сумки носить. Вот, как раз ему это самое оно. Найду. А что, а вы тоже... У меня, у меня Охренеть. хорошая банка есть, так что закручивающаяся. Не, просто, ну, как же, в принципе, каждый же привыкает к своему там питанию, своей это размеренной жизни. И чтобы от нее отказаться, так просто нельзя. Это кажется так. Иногда можно в словах сказать, но Да практически. это понятно, да. Ну и вот у нас время подошло к арбузу. Тяжелый, Юрий Алексеевич? Тяжело, конечно. А в этом... Недозрелый будет слегка, значит. Думаете, что недозрелый? Почему? Слегка будет недозрелый, точно. Так, вот Потому мой. что тяжелый. Когда он легкий, он перезрелый. Когда тяжелый, то он Не, ну тяжелый, может, просто сейчас тяжелый. Объелись борща, картошки, поэтому и тяжелый. Помочь, что ли? Помогу сейчас. Не У надо. меня это запросто. С мылом мой, Юрий Алексеевич. Зачем же с мылом? Не надо? Он же вроде консервации не подвергался. Ну, сейчас, слушай, возьму. Вот туда его клади. Это когда консервации там воском обрабатывают, тогда лучше А. всего. А эти наши... Ну, как красиво. Так, Валентина Ивановна, дайте ножик хороший. Да вот ножик. Они все, сейчас они вымыты. Пусть Юра, Юра, отойди, Юра. Давайте, большой кинжал. Вот он. Сейчас, Кинжал. подожди, твою мать. Держи. На. Смотрите. какой. Ну, момент истины наступает, Юрий Алексеевич. Да, сейчас Сюда чуть-чуть выдвиньте его, чтобы Сейчас. видно было. Во. Вот сюда, во. Ну, давайте. Ну, хрустит вроде. Не, да он успел быть. Да. Раз хрустит, то да он успел. Тоже нож острый. Он прям как ломается, да? Ну, хрустит, но не лопается.
Ну, Это не показатель. это не показатель, Это я не только хотел показатель, да, сказать. абсолютно. Он может быть розовый и очень сладкий. По сердцевине смотреть надо. Вот так вот разрезай его. А, Вот так. вот Вдоль. так? Так там было не отрезать эту. Ну, ничего. Ты на нее поставь, будет удобней. О, видишь, как хорошо. Ну и... О, ну гляньте какой. И я вам еще приготовила вот. О, сливы. Да. Сейчас, Так, одну половину убираем в сторону. Валентина Ивановна, Да, забирайте ее. сначала. сейчас, Юр, не порежь меня, да я на пол. Ой, Подожди, поднимите. Валентина Ивановна, Все. Так, сливы. У нас сегодня десерт по полной программе. Беру здесь сейчас. Вот сегодня у нас вместо чая. Я вот смотрю, почему-то у нас сорта с косточками. Вот смотришь, в Турции, там еще где-то вот видео. Да. Там вообще без костей арбузы. А квадратные арбузы видел? Ну, это как-то формирует там, Да. В заморачивают. Японии начали делать это. Уродует их немножко. Да. В Японии это начали первоначально это все. Квадратные, задавать форму. В принципе, можно, я говорю, задать им форму, но Ну, да. потому что он был вкусный. Сладкий. Правильно. А когда он как трава травой, то Сейчас будем пробовать. Ну, вот порезали мы все, пробуем. Дилана ножички дала. Сладкий. Ну, если Валентина Ивановна сказала сладкое, Да, не приторный. значит сладкие. Значит, действительно сладкие. Это человек, который в чашку чая по 10 ложек сахара кладет, то Да. она понимает вкус Да, сладкий, сладости. но не приторный. А чай, когда 10 ложек, сладкий или приторный? а говорит, не размешивать, я сладкое не люблю. 9 ложек сахара, но не размешивать, сладкое не люблю. Юрий Алексеевич молодец, выбрал хороший арбуз. Да. Где-то даже И начали... по цене он сверххороший. 29 рублей килограмм. Вообще прелесть. У Валентины Ивановны дар находить фрукты и прочие продукты за копейки. Ну, не копейки. Ну, сейчас это демпферная цена. А? А так сколько вот арбуз стоит? 29 рублей, это Валентина Ивановна, 65. Да? Да. Ну, А прекрасно. рынке 65 рублей килограмм. 90 в этом в нашей в овощном магазине. Ну, я в Люберцах. 90 у меня. Не, ну, я говорю, за Люберцы. Это вот где вы капусту брали? Ну, конечно, 90 рублей. Нифига себе. Сейчас торпеда 200 стоит за килограмм. 180, наверное, почти. Торпеда дыня. Ну да. Хороший арбуз. Раньше она была, красная цена была 78 рублей килограмм, сейчас 200. Да. Хорошую идею вы подали, Валентина Ивановна, сегодня. Конечно. В начале встречи, что Конечно. Я сказала, Арбузик, да. Я сегодня сказала, вкус мороз. Ну, два мужика тащите можете? Интересно, в конце концов. Единственное, пленка есть, Валентина Ивановна? пленка. Ну, да вот ту половинку надо закрыть. Чего? Ну, есть специальная пленка. Юрий Алексеевич пищевая. говорит, пленка вторую половину закрыть.
Да ее и закрывать не надо. Я думаю, Валентина Ивановна его приговорит, да? Ночью книжки читать будет вместо батона с этим, с вареньем. Арбузик хорошо пойдет, да? Я же вам сказала, что пойдет. Я сказала, что пойдет. Совершенно спокойно. Не, арбуз сладкий, очень хороший. Я даже посмеялся бы, потому что вроде он небольшой по размерам. Скажи, я сам удивлен, Есть да, тяжелый. Юрий Алексеевич? Не, ну, понимаешь, 50-50, вроде, понимаешь, он небольшого размера вообще-то, понимаешь? Ну да. Но вес у него и тяжелый показался, не такого размера. 6 понимаешь? килограмм, да. Поэтому я где-то засомневался. Хоть я арбузиху взял, ну, Я их таскала и по 10. Но волоком. Тащила А вы волоком. его положили на пол, на землю, и вот ногу его вот так Нет, вот. нет, я И его, катом. не, я его вот так тащу. это... когда Один пошел- парень смотрел, подошел и говорит, не выдерживаю. Давайте, где Давайте живете? помогу, да? Ага. Самое интересное, он мне показался небольшим. Вот в чем дело там. Оказался очень тяжелый. Ой, кошмар один. И главное, не водянистый арбуз, понимаешь, в чем дело? Не водянистый. Как Нет. это? А какие арбузы? Они все водянистые. М. Нет, арбуз хороший. Его берешь, а он весь такой, никакой. Ну, к нашему арбузу это не относится. Абсолютно. Вот Валентина Ивановна, вот прям видно, что арбуз нравится. Валентина Ивановна прям наяривает, как говорит, только треск за ушами стоит. И когда он сладкий, Вы первый раз в этом году едите? Да. А вы, Юрий Алексеевич? я тоже. И я. И я. Такого мнения. Я же вам сказала, открыли арбузный сезон. Ну, это вы имели в виду на троих, а может, вы где-то уже ели. Нет, я имею в виду нас всех. Но что интересно, зерна черные. Значит, ягода спелая. Мгм. О, уже как аквариум. Да. Уже хорошо. Ну сейчас ничего. Минут 5-10 пройдет, все осядет. Это главное, что это будет у нас оседать. Тем Как более- говорится, все в осадок уйдет, да? Да. Дело в том, что у нас не было второго жирного, понимаешь? Если было бы второе рыба или мясо, то уже все. Желудок не воспринимал бы. Арбуз не А воспринял? это сейчас принял. Все нормально. Он еще есть. Дайте вам еще. Нет, я все. Что ж, я слон. Я с огромным удовольствием съела. Что есть? Вон он еще. Еще одну, что вы? Нет, все. Нарезанную. Я пас. Если что, далеко бежать не надо. Я пас, а я не хочу. Самое интересное, не хочу. И бежать пока не надо. Ну, Алексей, он что-то ковыряется там. Семечек много. Бодягой занимается. М. Ну, просто сама Раз, семечек. раз и все. Сейчас я этот мусор уберу. Не надо, пусть лежит. А ну зачем на мусор с тобой на столе держать? Сейчас возьму пакет. Мы, как говорится, все равно сейчас, Валентина Ивановна, заканчиваем уже эту съемку. Все наши блюда мы показали. И что? И что дальше? А дальше пусть сами додумывают, что будет дальше. Да. Я говорю, требую продолжения банкету. Так. Как в том фильме, да? Да. Тут воды много, не Да, надо. здесь воды много, это да, да. Это польется. Мгм. Не вода, как вы говорите, это арбузный сок. Сок, да. Сейчас.
Давайте я это Держи. подержу. Я говорю, я по 100 рублей взял пару килограмм лимонов. По 100 рублей? Да. Долго вы там ковыряться будете? Не, ну, семечек много как раз, понимаешь, ли, дочь? Ну, знаешь, это это же не убирайте, цена по что ли? нынешним временам. 100 рублей. Ну, хороший лимон. Чё? Все. А ты больше не Не, можешь? я все, я Ну, уже... подержи, друг. Я уже как аквариум, Вдруг Валентина захочется, Ивановна. ну держи. Под это можно держать. Под мясо, да, не надо, а это держи. И Ну, ты знаешь, захочется. прям хорошее, ничего не скажу. Лимоны? Да. 100 рублей это дешево, да? Я просто... Сейчас за 200 цена у них везде в магазинах. М, А Видишь? тут по 100 рублей. 100 рублей за что я прошу? За лимоны. Килограмм лимонов. За что? Килограмм лимонов. 100 рублей. Лимоны. Нет, это очень дешево. Так, я же Вы еще- все в памяти держите, ну, что сколько стоит. Не, Потому средняя цена сейчас лимонов 229, 260 и 270. Офигеть. Валентина Ивановна, а что спросить у вас, вы не знаете? не, ну, Чего я не могу, я много Я имею в не виду, знаю. она же Я хозяйка. всё время учусь, Игорь, ты чего? Нет, я имею в виду, По- сколько стоит? По ценам я прежде чем Вам равных нет. что-то купить, ты же знаешь, я тебе говорю, Да. я обойду несколько магазинов. Даже картошку. Вот даже картошку, пусть она стоит 80 рублей, она вся разная. А вот я принесла, вот Юру сегодня чистил, да, она грязная. Другой не было, а стоит 80 Сколько, рублей. Валентина Ивановна, сейчас стоит килограмм моркови? Нормальная цена, не завышенная. Нормальная 54-56, А завышенная? 80-90. Это А считается, мытая 110, считается дорого. да. Картошка молодая. Дешевле 65 рублей пока еще нет. Хотя по... Ну, это нормальная цена? Это нет, ненормально. По телевидению Магнит показывает 49. Специально пошла к Первомайской, набрали 80 рублей. А старая картошка сколько сейчас стоит? Старой уже нет. А, уже нет, Нет. уже новый урожай Как идет. бывает. да? Вот капусты старой мы не нашли сегодня. Вернее, мы нашли, но огромные качаны, а вот молодой я брала по 90. Малина нормальная цена, сколько сейчас? Мы сегодня спросили 1000 рублей лоток. Но я покупаю по 350-400. Ну, лотки разные Так, бывают так, тоже. один в один, то, что у них Такой, стоит. да? Я не только себе привезла, но и привезла соседке, которая живет Я здесь, просто, да. когда вы услышали цену, прям меня за руку, чуть ли не бегом. Не, ну- пошли отсюда, пошли отсюда. сейчас на малину, Абсолютно. на Это малину. точно так же, как я тебя бегом тоже Это была. да. Редиска, вспомни, пучок 200 рублей. Да я еще им сказала. Юрий Алексеевич, а вы тоже все цены знаете? Я вот смотрю, вы Многие тоже. знают. Ну, не все, но многие, да? Многие знают цены, потому что, да, я хожу, допустим, ну, у меня жулебенец, мелкооптовый рынок, Мгм. я там беру иногда. Верный? Нет, не Нет, верный. Жулебина. где? Это жулебенец есть, А жулебень, это мелкооптовый магазин. рынок. Валентина Ивановна, Это прям мелкооптовый рынок. Он снабжает все мелкооптовые магазины. Это минимальная партия, нужно брать ящик, коробок. Оптовый. Мелкооптовый. по вашим оценкам, Валентина Ивановна, какой сейчас самый дешевый магазин? Самый дешевый. Самый дешевый магазин Чижик. Это продуктовый, да? Про продукты Чижик, да. И Глобус. Это светофор. А пятерка подороже будет, да? Пятерка подороже. Нет, еще Перекресток. дешевый, сейчас Б1. Очень хороший. Открыли отвратительный. У меня Не на знаю, третьем- не знаю, на у нас тре- очень- на А что третьем- отвратительный, Валентина Господи, Ивановна? У меня А, был, по ценам, у да? меня был Дикси. Дикси сломали. Сделали его магазин, Б1. который называет. Б1. Да, повесили фонарики, повесили все, играет музыка. Фонарики, я надеюсь, не Ну, красные. открытие. Но я и пришла на это открытие. Ну. И что ты там дешевого нашел? Я сразу хлеб посмотрела, я картошку посмотрела, я фрукты посмотрела. Боже мой, даже с пятеркой не сравнится. Сколько Даже с- стоит, Валентина Ивановна, буханка Ну, черного бородинского помидоры хлеба? дешевле, чем я пятерки. никогда не беру буханками, но вот этот А, вы хлеб, маленькими нарезочками. вот этот хлеб, как мы сегодня брали, дарницкий, бородинский и так далее, я беру вот такие вот А, нарезки. То есть за буханку вы не можете сказать? Я не сколько могу стоит? буханку сказать, почему? Потому что, понимаешь, в чем дело? Я беру, она пропадает. Он как схватил сегодня буханку, да еще черствую. Это вообще убийца даже. Там вчерашнего дня. Но она уже черствая. Ну, это мужики, это как и я вот с арбузом. Ага. С арбузом. С этим арбузом. Вы мне теперь до конца дней моих вспоминать это будете. Не только Это арбуз, арбуз. и еще кое-что. А так, нет, Не, ну ну- разве можно? Ведь действительно, когда вот пойдешь и все. Ну, почему сейчас плохо? Раньше можно было в магазин с 1000 идти.
Сейчас еще в магазин не ходит. Делать никто. нечего. Абсолютно. Ну, вот я сегодня утром, перед тем, как ехать на встречу с тобой, Мгм. сходила по мелочам, купила. По мелочам. Ничего выдающегося не купила. Я оставила 950 рублей. У меня единственное, что туда входило, это пачка масла, вот это более или менее нормальное, да? Мгм. И все. А вы какое масло берете? 82% Да, только или 82, 70%? только 82. И 82. стараюсь брать это самое Вологодское. Вологодское. Вот. Но сегодня я отхватила, сейчас тебе покажу, интересное масло. Я его первый раз видела, что оно так сделано. А белорусское вы как? Вот. Вот Не такое. жалуете или Нет, жалуете? жалую, белорусское тоже беру. Вот я сегодня взяла, вольно его это Давайте на камеру покажем. село зеленое. Я взяла сегодня на пробу его. А, еще, ну она целая еще не пробовали. Да, И да. сколько она стоит, вот, А? этот брусочек? 192 рубля. Это дорого или дешево? Нет, это нормально. Нормально. Это да? очень нормально. М. Сейчас масло сливочное прилично идет от 250 рублей выше. И выше. А вологодское настоящее хорошее от 350 до 450. А растительное масло вы какое берете? Только вот это. И никакое другое. И Почему? жду, когда акция. Вот. А, есть на него акции, Вот, да? да. И с оливками. Или, Но. или с ростками пшеницы. Всё. Альтеро, да? 139. 139 рублей вот Да, это, да? 139. Это по акции или Это без? по акции. А так 149. 10 рублей. Неважно. Неважно. Дело принципа, да, Дело Валентина Ивановна? принципа. Всё Понятно. правильно. Всё Ну, дело в правильно. том, что он Как забыл. меня вот не интересует, насколько вы меня обманули, но дело принципа, да? Да. Понимаешь, в нем добавляется оливковое масло. Оно Вот в добавляется- это? Да. С чего вы взяли? Почитай. Я знаю. Сейчас. С элементами оливкового, поэтому вкус не меняется. И оливковое здесь, я А вы когда... берете оливковое масло? Ты знаешь, я... Говорят, да, полезно. дело в том, Первого отжима, если. вот именно первого отжима и привозила я из Испании, из Италии, металлических банков. Вам не зашло. Не отдавала, открыла и говорила, я есть не буду, ешь, пожалуйста. почему? Оно привкус. Запах вам не нравится. Запах не нравится, и привкус. Оно какое-то... И салат с ним никудышный. Хотя Ну, это вы- на мой вкус. Ну Может не, быть, я да, ваш да, вкус и да, спрашиваю. кому-то, может быть, и нравится. Вот 2 раза у нас оливковое не брала ничего. Просто Не это, говорят, оно очень полезное. Да, вот очень эти. полезно говорят. Но я, знаешь, я лучше все же на подсолнечном остановлюсь. Я его предпочитаю. Сливочное я меньше. Сливочное я только когда там... А на сливочном жарите что-нибудь? Или Да. что именно? Что? Беру батон, 4 куска, на сковородку большой кусок сливочного масла и начинаю обжаривать с 2 сторон. Но Батон? Делай гренки. 4 куска батона, который нарезной. Это же вредно. Вот на этой сковородке. Канцерогенно, Валентина на этой- Ивановна. Не зато и стакан горячего сладкого чая и к телевизору. Это А кайф. на жареный На гренки ничего не кладете? Ничего. Просто Именно- обжарено да, на да, масле. он весь пропитывается этим сливочным маслом, и получается вкуснейший. Сейчас уже поздно. На следующей встрече, когда будем что-нибудь делать, обязательно сделаем, попробуем. Вот, слюни у вас Именно потекли. так, именно вкусно. Его именно не засушить. Когда уже засушил, уже не то, понимаешь? А это там получается такая вкуснотища. Ни варенья не надо, ничего. Все, я запомнил. Возьмем в следующий раз батон, какой надо. Да, нарезной, обычный любой. И масло хорошее. масло и всё. возьмем, Но и- масла много. Масло, когда потом переверну на другую сторону, еще Чтобы батон положу. плавал там в нем. Он не плавал. Не, ну вы говорите, масла Он много. все впитывает. Там ни капли нету. Там не передержи минутки, иначе начинается уже коричневое. Этого не надо. Этого не надо. Ну попробуй. И с чаем вы его пьете, И да? с чаем сладким. Вот, дорогие зрители, берите на вооружение. И проживете до 92 лет. Да. Минимум. Это так, это дело вкуса. Не, ну Это дело понятно. вкуса. Потому что много вопросов спрашивают, как вы умудрились до такого возраста дожить в здравом уме. Вот это. Не, ну, Бог пока держит. За все ему я уже благодарна. тренировка Да, памяти что все именно. равно она должна Да. быть. Главное, что я же говорю, я даже стала осваивать. Мне уже не надо этот несчастный телефон, да? Как это не надо? Нет, ну в таком Ведь, смысле. Валентина Ивановна, хорошо, когда владеете. Это другое дело. Я боялась, когда первый раз на курсы пошла, и думаю, буду дура-дура. Ты понимаешь, там же на А там, наверное, таких
Как вы О, были, да? Ну, я была первая по реакции. По успеваемости. По успеваемости. Пятерку получили. Я не Зачет. пятерку, я просто рассказала это сделать, я сделала, а те еще колупаются. Нету навыка, нужен опыт. Ну, помнишь, я у тебя символы спрашивала? Ну да. Уж спрашивается, чего проще пареной репы? Но если ты не знаешь этого Да. символа, и все. Для кого-то, казалось бы, это элементарно, Абсолютно. а для какого-то это темный лес. Вот, А покажи, и все. ты удивляешься, блин, все так просто, да? Нет, нажал эту кнопку, сообщество соединил и пошел. Там, или он мне, когда Дима показывал, это лупа. А что такое лупа? Ну, я вам тоже, по-моему, Ну, и ты показывал. показывал Увеличительно. потом, да, я потом говорю, проще пареной репы. Но это же надо, это надо вот сесть, чтобы тебе показали. А сами читаете, что такое, и боитесь нажать. А вдруг, Нет, дело в том- если не владели, а Нет, вдруг не что-то боюсь. сделают. Пару раз было, что куда-то чего-то убежало. Ну, вот поэтому и это, боитесь да, это я нажать. боюсь, да. Если бы я знала и всю систему, да, Как откатить обратно. обратно, да. да. А я думаю, нет. А потом несколько раз, понимаешь, не отключается у меня этот УК, этот ВК. ВК. Никак не отключается. Что с ним и туда-сюда? Ну, это завис телефон, А? скорее. Скорее всего, Бывает. завис не телефон даже, Надо а браузер в Да, телефоне. надо перезагрузить. Да. Но это я уже все понимаю, но это же все должно быть в процессе. Юрий Алексеевич, а вы как телефоном владеете? На вы с ним или на ты? Новый купил еще пока с ним не на ты. Не на ты пока, да? Я хочу закачать Так, одно, а мне... чай ставить? Валентина Ивановна, побойтесь Бога. Вы же А сами мне сказали, закачать зачем рекламу чай? полным-полно, одно стираю, Если у нас- другое. Нет, ну Нет, как- ну это как- я, может быть, Юрий Алексеевич Не, будет. чай пока. Чай. Паузу. Вон с этим, с пирожным, Юрий Паузу, Алексеевич. не, спасибо. Нет, все опять. Опять. У нас стало сладкое камнем преткновения. Ну, бывает, как говорила в «Любовь и голуби». Бывает. Что вы хотели сказать? А сливу попробуйте. Я попробовал одну. Она не очень сладкая. Не очень, я не люблю И такие. я тоже. А зачем? Она красивая, а я, знаешь, что? Это вам не свойственно, Валентина Ивановна. Вы обычно Нет, ну, я же роетесь там до нет, последнего. грязную не пробую, нет. Ну, Это, а чё, нет, можно? она грязная была. М. Я буду варить компот. Компот, во, с языка он она есть. дает привкус прекрасный. всё. Нет, ты свинью, Я же вот, можно знаешь, сварить не в пошел кемале. квас. Попробуй. Не пошел квас. Купила Лицкий, который расхваливают все. А помните, мы когда в этом были? Где мы были? В Муму Сашка с нами Да. когда еще был. Это Вот был тот другой, хороший квас? Тот хороший был. А Это хуже. тоже хороший. Не пошел. Дал такую изжогу после первой же кружки, которую выпила. А я обожаю квас. И главное, Лицкий. В прошлом году я упивалась. А в этом году вот надо Ну, видно, выливать. химии Я какой-то его напихали выливаю. уже. А? Химии, если организм уже отторгает, значит, наверное, может, химия нет, какая-то. нет, квас не взяла, не хочу. Юрий Алексеевич, Да. спишь? Да нет, я просто... Объелся, теперь на сон потянул. Объелся точно, потому что... Вы говорите, я говорю, за сливу, говорю, может, кемали сварить. О, такие Еще мы. чего? Мы в молодости, помню, когда объешься, и мы всегда встань и на пятках попрыгай. Нет, от кемали хорошо будет с этой сливой. Она Не, Валентина мясистая. Ивановна компот сварит. Обычный компот сварю. Еще На яблоки, танцы принесете. еще яблоки лежат. Салатик с яблоками? Салатик, вон, 3 яблока У вас еще там лежат. запасы. Нет, Я вот не удивлюсь, на что у пол- вас там и чешский рулет еще лежит. Я чешский рулет съела, Съели? а эклеры лежат. Эклеры. А мы еще купили. Ну, вы Но даете. это другие эклеры. Ты понимаешь, это другие эклеры. Вам те больше нравятся или эти? Те Да. неудачные. совсем. Неудачные? Ну, красивые зато. Ну, Вот, видите, зато они натуральные были, а вот мгм. А мы лучше не натуральные, но съедобные. с химией. Ну, у нас уже смеркается, засиделись мы, съели. Юрий Алексеевич объелся, уже вот Спать хочешь. дыхнуть не может, поэтому спать хочешь. я пока он еще, пока еще он может говорить, Потанцевать надо. буду заканчивать видео. Да. Ну, мне очень понравился борщ, очень понравилась картошка ваша, молодая Валентина Ивановна. Спасибо вам за гостеприимство. Юрий Алексеевич, спасибо вам Да. за Работу. рецепт борща. Вы, дорогие друзья, смотрите, как вот Юрий Алексеевич готовил. Валентина Ивановна там помогала, активное участие. На подсобных работах. Ну, это она льстит на подсобных, так и хотела внести изменения в режиссуру. Но мы, как могли, ее в этом деле ограничивали. Просто Как у нас получилось. получилось у вас. Дело в том, что я и начиталась, и наконсультировалась, как готовят
украинский борщ. Я хотела посмотреть, как готовит Юрий Вы Алексеевич не свой только хотели украинский посмотреть, борщ. вы хотели коррективы внести. Нет, я не Нет? корректила, я просто спрашивала, а может быть те не правы, а может быть эти правы. каждый прав. Каждый по-своему прав, да. Поэтому каждого своя фишка. Понимаешь, в чем дело? Вот я, когда сейчас закончится все, я вам скажу. Все, что я о вас думаю. Нет, Юрий Алексеевич, как вы провели время Нет, в нашей компании? нет, компания очень шикарная, просто, ну, как меня бабушка учила, я, в принципе, ну, там... Не, мы же не говорим, борщ очень хороший, достойный. а что тебе не хватает? Там густоват получился немножко. Густоват. Надо чуть Некоторые любят вообще, что прямо туда ложку поставил, Ну, и она да, стояла. бывает такое, но- Это так, как и сметану. А что, А ты чуть пожиже любишь, да, Юрий Да, Алексеевич? чуть-чуть пожиже. густой, да, ты Да, считаешь? густой получился. Нормальный. Ну вот мы там получилось, что мы морковки больше положили, свекловки больше положили, а это все Дает. собирается вот Мясо больше положили, да? в один комок. Мясо-то... Не, мясо в целом-то не так больше на такой объем. Вот, там просто кость занимала место. А вот свекла и перца много. Тоже много, да? Все равно много. Может, это у нас кастрюля маленькая была? Нет, кастрюля большая. Да я шучу. Ну вот, на этой такой оптимистичной ноте будем заканчивать с вами. Ничего своим зрителям сказать не хотите? Главное, когда готовите это, вкладывать душу, как моя бабушка говорила. Это как, поэтому это как всегда вкуснее будет, когда человек вкладывает душу. Если он не вкладывает, невкусно будет. Валентина Это Ивановна? Нет, я всем довольна, все хорошо, молодцы, все сделали как хотели, все. Хоть и были сегодня на вторых ролях. А это прекрасно Так, даже. запомните, Валентина Ивановна, артистам второго плана Оскара тоже дают. Конечно, без вопросов. Нет, все нормально, абсолютно все очень здорово. Захотели, сделали, выполнили. Ну, Просто- на этом будем заканчивать. Да. А вы, дорогие друзья, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, вот как делают мои друзья. И будем заканчивать. Всего вам хорошего и до новых встреч.